затронем тему, которая является очень важной, нужной нашей истории. Но заодно и ответим на ваши вопросы, если таковые будут, конечно же. В первой части мы максимально «Валейкум салам», амин. В первой части мы как раз таки постараемся. Ну, поскольку сейчас я ждал, пока зайдут все больше и больше людей. Но раз уже начали говорить, начали уже прямой эфир, всех мусульман, в том числе представителей моего народа, я от всего сердца поздравляю с Курбан-байрам. Дайла гурнаш обал дуэльшу, дайла мархнаш обал дуэльшу, дайла шу дуана жуах плуэль везендейру. Ашдин дал дуанаша. Вот. Массу босол шнеха, гурнаш динчейра, дайл обал дуэль там. Сегодня мы постараемся затронуть важную тему, касаемо любимого автора, историка, в кавычках, этнографа, в кавычках, Умалата Лаудаева. Вот. У нас появились очень хорошие материалы. Мне очень понравилось. Хочу и вас познакомить с этими документами. Как раз таки надеюсь, что вам будет тоже очень интересно. Вот. И надеюсь, вам что значит шоной. Что значит слово шоной? Шоной значит тейп. Чеченский тейп шоной. Шо. Гора, предгорье. Если я не ошибаюсь, конечно. Итак, сейчас, Ибраим, мы уже подключились или как? У нас сегодня мы будем работать по академических работников. Сегодня всеми известный, уважаемый чеченский историк, главный научный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа, Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики. По его материалу мы будем сегодня работать. Ахмадов Яус Зайндинович. По работе Ахмадова Яуса я хочу. В последнее время мне попались две его работы, две книги, которые очень радуют, очень хороший подход в плане непосредственно патриотического изучения нашей истории. То есть здесь нету вот этих ярких, по крайней мере, ярких подхалимских отношений некоторым, так сказать, нарнийцам из нашего соседних регионов. Сейчас Ибраим ответит, мы узнаем,
подключен уже YouTube или нет, чтобы начать. И я быстро пройду здесь 4 страницы небольшие. Будем останавливаться время от времени, если на то будет причина. Вот. И чтобы у людей, особенно нарнийцев с востока и запада, не было, так сказать, желания в следующий раз использовать материал и говорить, что вот вы, ваш Лаудаев и так далее и тому подобное. Давайте ознакомимся, что же думают, наконец-то, высказывают непосредственно сами. Да, все, хорошо. Итак, статья называется «Умалат Лаудаев за и против». Умалат Лаудаев, уроженец чеченского селения Нагай-Мирза-Юрт, нынешний Ломаз-Юрт, Братская, в Натериче, царский офицер, первый на то время автор из чеченцев, который написал приобретевшую известность в современной историографии не бесспорную работу «Чеченское племя», которая называется «Чеченское племя». Та самая, которую очень сильно любят обсуждать некоторые наши нарнийцы. К большому сожалению, данное сочинение при условии строго критического подхода вполне допустимое к использованию в работах этнографического и лингвистического характера из-за своеобразного развития части российской и кавказской историографии, которую можно охарактеризовать как псевдонаучную и даже экстремистскую деятельность всякого рода националистических блогеров и шарлатанов, едва научившихся выхватывать из контекста отдельные унижительные цитаты, превратилась в некий античеченский жупел. Ну, вот то, что его как раз-таки мы и говорили, обсуждение документов Лаудаева. В последние годы чеченскими исследователями проделана некоторая работа по воссозданию жизненного пути и судьбы Умалата Лаудаева. Согласно публикации, известно, что Умалат Лаудаев родился в 1827 или 1829 в богатой чеченской семье, вырос в самом крайнем ауле западной части Чечни Нагай-Мирза-Юрт, основанном на Тереке его предками в конце 18 века. Учился в школе для детей терских казаков в ближайшей казачьей станице за Тереком. С 1838 года он находился в столице империи, где воспитывался во втором кадетском корпусе в Петербурге, по окончанию которого получил звание корнета кавалерии. Принимал участие в составе русских войск к подавлению революции в Венгрии 1848-49 год. Служил до 1053 года в различных провинциальных гарнизонах империи. А после получения звания ротмистра был направлен на службу в Чечню, в крепость Воздвиженскую, основанную в 1844 году у входа в Аргунское ущелье с разрушением большого старого аула Чахкари. Чахкари селение насчитывалось на тот период где-то до 300 дворов. Как мы помним, военные действия в Чечне в ходе Кавказской войны продолжались в 1859 году. Известно, что Лаудаев по окончанию войны вышел в не совсем добровольную отставку и прожил в своем родном селе, посвятив себя делу собирания фольклорных произведений от натеричных чеченцев, а также живших здесь аварцев, кумыков, нагайцев. Последующие затем публикации работы Умалата Лаудаева, сборник сведений о кавказских горцах, привлекли внимание российской общественности. Возможно, благодаря этому он смог восстановиться на армейской службе. То есть он был разжалован, комок. Ты же хочешь остаться в эфире, да? Потерпи, я потом отвечу. Понятно? Хорошо? Я понимаю, что твоя нарнийская сущность тебе не дает покоя. Слушай, тебе придется слушать.
Сборники «Кавказский вор» привлекли внимание российской общественности, возможно, благодаря он смог восстановиться в армейской службе. В 1877-1878 году Умалат Лаудаев в составе чеченской конно-регулярного полка участвовал в русско-турецкой войне и за проявленную храбрость был удостоен высоких воинских наград. Умер Умалат в конце 19 века и похоронен в родном ауле Нагай-Мирза-Юрт, точнее Братское. Его работа «Чеченское племя», вышедшая, как указано, в 1872 году, была предназначена для широкого круга русских читателей последней трети XIX века. В этот период царское правительство, находясь еще в упоении победой над горцами в Кавказской войне, всячески пыталось обосновать жестокое обращение с горским населением, якобы их прирожденной жестокостью и кровожадностью. Это была своеобразная идеологическая концепция, оправдывающая военные преступления со стороны российского самодержавия в отношении горцев Северного Кавказа, в том числе и чеченцев. В своем сочинении Лаудаев, с одной стороны, последовательно проводит мысль о том, что чеченцы стали воинственными в силу обстоятельств их жизни и быта, а не вследствие природной воинственности. Но здесь он доходил до антинаучных утверждений. Конечно, что может сказать Лаудаев? Царские офицеры вообще, что с Ингушетии, что с Чечни, очень любили рассказывать байки о том, что чеченский народ в прошлом не имел по существу национальной истории, был очень малочислен и слаб, да и составлялся из разных этнических групп, в том числе пришлых. Возможно, тем самым он пытался вызвать сочувствие и опровергнуть взгляды тех идейных колонизаторов, представляющих чеченцев мощным, сильным противником, способным противостоять десятки лет великой военной державе, как Российская империя. Пытаясь доказать историческую зависимость чеченских обществ от России, автор впадает в заметные противоречия, оперируя фольклорными произведениями, этническими показателями, в которых легко заменяемы. Одни и те же сходные по сюжету предания и легенды в качестве предполагаемых обитателей плоскости до чеченцев могли называть и калмыков, и русских, и нагайцев, и вообще мифических нартов. Лаудаев им верил, не зная, что для фольклорного мышления не играет никакой роли, какие внешние этносы называются в качестве противоборствующих в легендах и преданиях. Тут действуют своеобразные художественные законы эстетического осмысления исторической действительности, которые совсем не предполагают буквального отражения реальной истории. Свои вопросы пока подготовьте, я обязательно отвечу на них. Так, освободил. Итак, отражение реальной истории. В оправдании автора допустившего целый ряд ляпов по истории чеченцев, даже на уровне знания того времени, можно сказать, что напечатанный текст составлял только часть его труда. Об этом редакторы сборника сведений о кавказских горцах сразу известили читателей. Об этом мы с вами очень много говорили. Зурзубки Снохчу. Почему в телеге нету эфира? YouTube не тянет. YouTube не тянет. Я такое, конечно, впервые слышу, чтобы YouTube не тянул. Будь то в Телеграме. Я постараюсь, не обещаю. Все зависит, как я вам сказал, и не столько меня. Так. Постараемся. Не обещаю продолжить без Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Викинг.
Так. Сейчас. Валикум ассалам. Здесь очень важные моменты, так что чуть-чуть потерпите. Вот, я шо помахал. Так. Давайте сейчас подключиться. У меня быстро заканчивается, как говорится, трафик. К сожалению, все в этой жизни нам бы хотелось бесплатно, но бесплатно не получается. Как бы я ни хотел, все не так просто, господа хорошие. Трансляция. Начать трансляцию. Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так, вроде бы подключил. Не знаю. Если потянет, потянет. Если нет, да нет и сюда нет, как говорится. И туда нет, и сюда нет. И так. И так, и так, и так. Итак, Уэйс, наш брат, чеченский волк, только эфир начался, сразу задонатил. Уэйс, ДРС, Хилдал, Сейдуэл, Башлам, Жуаплосум, Жуаплурду, как я закончу. Я всем отвечу, обязательно всем отвечу, как раз твой ответ в данной работе. Поэтому придется вам чуть-чуть потерпеть, подождать, пока я закончу. Лаудаев мы, к сожалению, не знаем, как представляют, мы утрачены. Так, авторы подавцы целых ряд. Так, итак, да, как и мы говорили и ранее, я рассказывал вам и связывавшиеся со мной представители или родственники непосредственно Лаудаева самого, они говорили, что данный материал его работы не являются авторскими, и, к сожалению, нету оригинала документов, чтобы предоставить и сверить их. На самом деле, называя его материалом, его данными, мы не получаем и не видели оригинал документов, не нашли ни в Тбилиси, в архивах, не нашли ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Никто не предоставляет рукописи Умалата Лаудаева, которые якобы ссылались и писали. Но опять же, мы об этом и говорили, здесь есть некоторые моменты. Я, конечно же, являясь профессором, более мягко и более корректно пытается обойтись и с работами Лаудаева и вообще с ссылками на него. Но посмотрим дальше. Мы более критически имеем себе возможность выражаться в адрес данного автора. Опять же, не будем спешить и говорить однозначно, поскольку мы знаем, что сегодня можно оклеветать любого человека. Сегодня есть некоторые представители научной интеллигенции, в кавычках научной интеллигенции, ведущие там этнографы Российской академии наук. Там, да, я, конечно, не сексист женского рода, поэтому которые себе позволяют называть там часть представителей нашего народа, называть их скотоводами и так далее и тому подобное. Когда ты уже просишь их привести тебе документы официальные, ну, чтобы мы могли ссылаться в вере этому человеку, начинаются вот эти плаксивые высказывания, типа о гендерной политике, ты теперь перешел якобы на женщин, на девушек и так далее и тому подобное.
Для меня нету ни женщин, ни мужчин, рода как такового нету в обсуждении истории моего народа. Если кто-то является научным там сотрудником, я уже не говорю, Лаудаев не был ни ученым, не был, еще раз повторюсь, не был он ни историком, не был он ни этнографом, он не был никем, он был просто-напросто, грубо говоря, да, исследователем, который, ну, это то же самое, если бы сегодня напечатать материалы Руслана Бузуртанова или Абадиева, Идриса и сказать, что они были великими учеными 21 века и публиковать их работы и ссылаться на них. Ну, какой авторитет они имеют и что они из себя представляют. И же с ними им подобные, которые сегодня сидят там в Турции и в других местах. Сейчас в прямом эфире в Телеграме меня слышно. Султан, слышно нормально, чтобы я мог дальше продолжить наш эфир? Ассаламу алейкум. Вали, ассалам. Хэшвисо, Султан. Султан, мацхайшинц. Так. Разрешить говорить. Все, тогда дальше мы продолжим. Сейчас я быстро закончу по Лаудаеву. Так, в оправдании автора, допустившего целый ряд ляпов по истории чеченцев, даже на уровне знаний того времени, можно сказать, что напечатанный текст составлял только часть его труда. Об этом редакторы сборника сведений кавказских горцев сразу известили читателей. Предлагаемая статья заключает в себе несколько отрывков из доставленной в редакцию сборника рукописи, составленного природным чеченцем Улаудаевым, о чем и как писал большей части своей рукописи о Чечне и чеченцах Умалат Лаудаев, мы, к сожалению, не знаем. А работа, как представляется, была утрачена. Ну вот здесь уже как... Давайте я сейчас закончу по работе, я отвечу на все ваши вопросы, хорошо? Запишите их где-нибудь в WhatsApp, сохраните, чтобы можно было потом мне отправить. И сейчас я закончу, а потом отвечу на ваши вопросы. Абсолютно на все. Чуть-чуть потерпите. Так, не знаю, работа, как представляется, была утрачена. Это очень важный момент. Еще раз хочу повториться. Можно сегодня приписать любую вещь, дабы назвать, оскорбить чеченцев, чем угодно, кем угодно и тому подобное. Главное, чтобы максимально задеть чувства этнических чеченцев и сказать, вот было написано. А когда ты говоришь, кем было написано, можно предоставить доказательства, документы утрачены. Нету их просто-напросто. С одной стороны, в этом плане, конечно, и не хотелось бы сильно переходить и оскорблять, хоть он и царский офицер Лаудаева, но факт остается фактом, чтобы вы знали, что документов нет и они утрачены. Так говорят даже и в Академии наук Чеченской Республики, в том числе и Аус Ахмадов. Даже отрывочные сведения из народной историографии чеченцев позволили Лаудаеву порой по-новому осветить вопросы, которых уже касались предшественники. Так, характеризуя территорию, занимаемую многочисленными племенами кавказских горцев, говорящий одним языком, названием чеченским, автор не только определяет ее границы, но и приводит названия разных мест в чеченском языке. И они, как правило, образные и даже поэтические. Снеговые горы, например, по-чеченски называются Башлам. То есть тающие горы. Охарактеризовав народы, якобы жившие на плоскости до поселения на ней чеченцев, калмыки, нагайцы, кабардинцы, русские, особенно корректно он говорил о последних, как и должен был это делать воспитанник кадетского корпуса в Петербурге, офицер российской армии. Ну, то есть, как мог иначе написать офицер царской России, вы должны понимать, как он будет писать о чеченцах, истину или правду, таковой, какой она в реальности являлась, если он является
офицерам на тот период царской России, чтобы можно было сказать, что да, это воинствующий народ, да, это честный, справедливый, защищающий свою свободу и так далее и тому подобное. Такое, конечно же, Лаудаев написать не мог, с учетом того, что он и так был, как мы знаем, непосредственно разжалован. Итак, продолжаем дальше. Кадетского в Петербурге, в царской России, Лаудаев пытался воссоздать, опираясь на разные народные предания, происхождение чеченцев, в генезисе которых, по его ошибочному мнению, приняли участие представители разных народов в течение многих веков, проходивших через Кавказ, иранцы, грузины, различные кочевники и другие, которых в Чечне объединил, как считал Умалатлова, чеченский язык. Каждая фамилия, и в свою очередь, объединялась именем своего родоначальника. Число фамилий постоянно росло, отношения их нередко были далеко непростыми. В общем, мы имеем попытку рассмотреть этногенез чеченского народа, используя в качестве источников разнородные предания и легенды, ходившие в пестрой национальной среде самого многонационального региона Чечни, как Надтеричье. Здесь я хочу на минутку остановиться, чтобы было понятно, как раз таки мы говорим здесь непосредственно и говорили об этом. И в тот период Лаудаев записывает и фиксирует различные байки, которые сегодня мы находим у современников. Мы много раз говорили, особенно указывали на ауховцев, кистинцев в Панкисе, наших ауховцев, наших мухаджиров, проживающих в Иордании, Сирии, в Египте, в Палестине, ныне Израиле, в Ираке и так далее и тому подобное. Чтобы было понятно, определенный период, когда были так сказать, плохие взаимоотношения между обществами. Вы знаете, что были порой заканчивались и кровной местью, и убийством. Некоторые до сих пор есть предания, что вот сегодня, допустим, на сегодняшний день, когда ты показываешь гору и башню, они говорят, эта гора и башня раньше не была этого типа, но они убили 7 человек и взамен кровной мести отдали эту гору с этими башнями. То есть есть такие предания, чтобы было понятно. Понимаете? Но, чтобы было еще раз ясно, Комок, ты боюсь, что ты очень сильно лоханешься, если ты узнаешь, что Лаудаев писал об ингушах, так что лучше молчи, поверь мне. Поэтому, исходя из этого, мы видим, что и в тот период, когда был Лаудаев, он точно так же записывал оскорбления там, и всех остальных, но вот Хинц Мудовой, любой тип, который между собой ссорится, начинает говорить, ищем там, допустим, Турквай был, из Турции пришли, а ищем, короче, Гункиш бар, а ищем Сюли бар, не имея никаких оснований, просто болтая из-за сплетен устных передач, когда-то имея непосредственно кровную месть с ними, или там были какие-то браки, которые разошлись не лучшим образом, они начинают приписывать к этим людям, называя их смешавшиеся то с теми, то с другими. Сегодня, когда уже есть, как мы знаем, есть уже ДНК, генетика, да, генетические данные, мы находим, что все вот эти сказки в основе своей это ложь, предубеждение и просто-напросто злые языки, которые клеветали порой на чистокровных чеченцев, такие вещи. То же самое, что и Гунуай, то же самое, что и Эрснуай, то же самое и Варандуай, и все остальное. То же самое даже с теми же Эшбатуай, которых некоторые ингуши так сильно просто пытаются приписать к ингушам. Хотя Эшбатуай не имеет к ним никакого отношения, кроме того, как они имели определенные земли в той местности и имели определенный авторитет. Но сейчас не об этом. Только я хочу это привести, что как раз таки об этом мы очень много говорили. Уже второй раз мы находим подтверждение своим непосредственно, мы когда проводили лекции, рассказывали об истории, мы это обсуждали уже. Непосредственно, как мы знаем, брались просто слухи, фиксировались и выдавали ее за настоящую историю. Здесь помимо чеченцев жили многочисленные выходцы из народов Дагестана, Кумыки, Аварса, это имеется на Теречный район.
многочисленные национальные регионы Чечни, как на Теречи. Здесь помимо чеченцев жили многочисленные выходцы из народов Дагестана, допустим, кумыки, аварцы, даргинцы, лакцы, кабардинцы, нагайцы, так и переселенцы из самых разных уголков Чечни. Видимо, что рассматриваемый автор пользовался всеми этими специфическим разнообразием преданий без какого-либо критического подхода. То есть услышал звон, не знаю где, он рассказал кабардинец, он записал, рассказал нагаец, он записал, рассказал кто-то, он записал. Даже сегодня, когда ты начинаешь фиксировать полевой материал, коих уже немало, мы знаем, да, когда ты спрашиваешь, каждый начинает про свой кумыки, начинают на свой лад. Гудримес мы открыли, Брагуны мы открыли, Виноградный мы открыли, Моздок наш был и так далее и тому подобное. Слушаешь нагайца, нагайцы говорят, вся степь от Кизляра до непосредственно Пятигорья была полностью нашей нагайской, включая в том числе и про левую сторону Терека. То есть это говорят непосредственно нагайские предания. Ты слушаешь кабардинцев, кабардинцы говорят, мы вплоть до кумыкских шамхалов, до Сулака земли были непосредственно наши кумыкские, нагайские. Поэтому цитировать материал однозначно там, веря этому. Другой материал подтверждать это определенными документами, археологическими данными и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня такие вещи не считаются обоснованными, потому что нужно приводить более весомые доказательства и подтверждения. Вот почему используется материал. К сожалению, сегодня горе-историки, блогеры нарнийские используют как раз-таки материалы Лаудаева, несмотря на то, что он не был ни этнографом, ни историком, но его материалы можно использовать в истории, говорит. Почему? Потому что есть ответственный человек. Сегодня все шишки сыпятся на Лаудаева именно из-за этого. Почему полевой материал, когда фиксируешь, пишется с такого-то селения, столько-то лет, там, офицер, не офицер, домохозяйка, мулла, фиксируется, сказал это. Уже есть человек, который сказал, и он непосредственно виноват в том, что он высказал, если это правда или же неправда. Точно так же виноват во всех бедах непосредственно Лаудаев Умалат. Почему? Потому что он, с учетом того, что особенно на Теречный район, а это область, непосредственно область Братская, сегодня Братская, Гвардеевская и так далее и тому подобное, те селения, которые находились по ту сторону, там были уже непосредственно, поскольку это была граница, там расселялись уже выбитые во время реконкисты, выбитые отсюда различные национальности, которым не позволялось уже здесь доминирующее большинство населения было чисто чеченское на тот период. Ну, кроме форпостов, в котором были терские казаки, да, как мы сами, или сунжские казаки, терские казаки и так далее и тому подобное. Это как бы дополняя нашу историю. То есть там уже в этих станицах непосредственно поселялись те, которые были отсюда выбиты. И само собой, они рассказывали вот эти сказки, как и вы знаете, да, мы, вот, Турлов, владели всей Чечней, были всеми князьями, все эти земли были, ну, я примерно привожу, да, примерно, владели всеми землями. Кабардинские беки, лишившие землями, они тоже говорят, это были наши земли, вот так произошло, вот это произошло, и перетягивание каждый на себя, не подкрепляя это определенными документами. Еще раз повторюсь, люди, которые говорят, вот мы владели чеченской землей, мы владели вот с 15 века, с 13 века, вот у нас великая цивилизация, она будь то аварская, там, сюли цивилизация, или румки цивилизация, кумыкская, или же кабардинская цивилизация со всем уважением к адыгскому народу. Если вы были настолько, владели этими землями, все это было ваше непосредственно, да, я имею в виду непосредственно исторические части нашей Родины, предоставьте хоть один документ, где эти земли были вашими, где они записаны, что ваши, где там фиксируется, что это ваши, ну, как любят говорить наши соседи, нарнийцы, да, с запада, где ваши могилы, где ваши городища, которые стояли здесь. Вы там стояли, я не знаю, владели этими землями 100 лет. За 100 лет
великая, любая великая цивилизация, грубо говоря, 100-200 лет, допустим, приведу пример. Чеченцам хватило, вот война КТО закончился в 2009 году. Вы знаете, что за две войны в Чечне было уничтожено 95-98% всей инфраструктура 100% уничтожена, но плюс-минус, пускай не 100, да, 98. Опять же, жилой массив и весь город был уничтожен до 95%. Сравняли с землей. Это столица Сюржган, город Грозный. Чеченцам говорили, что до 2050 года чеченцы не восстановят столицу, не построят столицу. А это было еще в 2000-х годах. То есть 50 лет, даже в то время предвещали и говорили 50 лет. Самые лучшие специалисты говорили. Точно так же самые лучшие специалисты говорили, что в городе Грозном нельзя строить больше 4-этажных дома. Что якобы они небезопасны, что землетрясение, что и так далее и тому подобное. И так далее. Но, опровергая все законы великих экономистов, опровергая все законы некоторых архитекторов, сейчас 2025 год. Не прошло и 20 лет после отмены КТО. Наша столица, наша родина. Посмотрите на эту всю красоту. Пусть Всевышний Аллах и дальше нам даст силы и мощи, чтобы мы могли. Вот у меня возникает вопрос. Неважно, своими силами, другими силами, у меня возникает вопрос. Если вы владели Чечней, как вы говорите, самыми богатыми землями, которых нету у аварцев до сих пор, то есть в горах у них голые скалы, там, и об этом пишет ваш Расул Гамзатов, посмотрите. Ну, я ничего плохого не имею, кроме ваших гор, а там как таковой ничего такого нету, да, плодородного. Ни лесов нету нормальных и так далее и тому подобное. Со всеми богатствами, которые есть у чеченцев, со всеми ее плодородными землями, со всеми ее великолепными, прекрасными на тот период вообще огромными лесами, известью, добычей известью, пороха, соли и много других природных ресурсов, скажите мне, просуществовав здесь, прожив здесь 100 лет, 200, 300 лет, если это была ваша земля, где ваши города? Где эти останки, великие останки ваших народов, которые вы говорите, на этом рассыпается, понимаете, вся ваша ложь. Ложь любого человека. У вас этого ничего нет, потому что здесь и не было вашего ничего. Вы захватили земли, пока чеченцы после нашествия Тамерлана были высоко в горах. С помощью царской России вы это сделали. У кого вы там просили разрешения этими землями владеть, не суть. Вы знаете прекрасно. Огромное количество челобитных документов, где, начиная от шамхалов, заканчивая нуцалами, заканчивая беками кабардинскими князьями, которые просят оставить им земельные наделы, и чтобы оставили их на этих землями руководителям, и чтобы подавили чеченцев, и оставили их непосредственными, так называемая администрация, да, управление сегодня менеджментом, чтобы их Москва наставила, потому что на тот период уже Москва, имеется в виду царская Россия, укрепилась на Кавказе. Вот вы чем занимаетесь. Непосредственно. Ничего вашего нет. Единственное, что мы нашли, и это подтверждается, у наших братьев-адыгов остались, и то у адыгов остались. В Малой Кабарде остались небольшие кладбища. Почему? Потому что их чеченцы бережно берегут, особенно псидаховцы, берегут, не дают их уничтожать, хотя есть места, где я закидывал фотографии, где вандалы пытались вырвать эти могильные плиты, где были видео, показывали кресты, якобы вот это крещенные кабардинцы и так далее. Но оттуда вот чеченцы непосредственно с Псидаха эти могильные плиты сохранили. Мало того, что сохранили, они и ухаживали за ними. Точно такие же могильные плиты я вам показывал вплоть до Герменчука, как могильные плиты наших братьев-адыгов сохранили в этих местах. То есть те, кто владел реально и в большом количестве было, у них хоть что-то осталось. У остальных ничего не осталось. С учетом того, что чеченцев депортировали. Чеченцев депортировали в Среднюю Азию, в Сибирь называемую, так называемую. И здесь нас не было.
А кумыки, аварцы и все остальные, которые здесь поселились, они же здесь остались. Почему за какой-то промежуток короткого времени, там, период, да, после революционного периода и до сегодняшнего дня остались огромное количество русских кладбищ? Везде есть русские кладбища. Где те самые огромные аварские кладбища? Где те самые огромные кумыкские кладбища? Где те самые огромные, даже те же самые, да, кабардинские кладбища? Их нет. И этих людей не депортировали. Значит, их потомки бы непосредственно следили бы за ними. А если бы следили бы, остались, тогда можно было хотя бы ссылаться, сказать, вот, да, вот с 14, с 13, с 15, 16, 17, 18 веков, вот наши кладбища. Эти земли были наши исторические. Но никто не может их предоставить. Элементарно почему? Да потому что эти земли вам никогда не принадлежали. Они исконно всегда принадлежали чеченцам. Что касается, вы можете сказать, а если чеченские могилы? Есть. И их находят. И те же ранние периоды аланские захоронения находят, те же самые сарматские захоронения находят. Потому что когда ДНК сверяют, эта ДНК полностью совпадает с чеченским ДНК. Вот что самое интересное. И даже найденные в Беслане, Кабанской, да, это очень плохо. Вот почему я говорил, что с телеграммом, подождите. Вот почему я вам рассказывал и говорил, что и найденные в Беслане, да, в Бесланском могильнике раннего аланского периода, хотя сегодня это является Северной Осетией, найдены чьи останки? Абсолютно верно. ДНК показывает чисто чеченский ДНК, чеченского тейпа, который, как кстати, принадлежит чеченским тейпам, таким как Шонуай, Уардлуай, Эхшбатуай, Дышни, Цеси, и Мазархуай и так далее и тому подобное. Это принадлежит чеченская ДНК. Вот так можно доказать. И вот так мы находим вот эти захоронения. Вот так мы показываем. Опять же, у чеченцев-то хоть есть какое-то оправдание. Почему? Потому что я буквально еще лет 5 тому назад мы публиковали, сейчас я обязательно прочту дальше, мы публиковали документ, показывали фотографии, видео, когда начали реконструировать мосты, мы нашли могильные плиты чеченцев. Причем они были 18-17 веков. Мы находили в Гудермесе, в этой области, очень много находили фермы, конюшни, свинофермы, коровники, где использовались плиты, могильные плиты чеченцев. Находят многие места, укладывали асфальт, где под асфальт ложили эти камни могильные чеченцев. Конечно, не останется. И несмотря на это, все равно огромные десятки тысяч могил сохранились. Да, благодаря некоторым и кумыкам, и андейцам, и кабардинцам, которые, альхамдулилля, показали себя как хорошие мусульмане, несмотря на это, они сказали, хоть и они не являются их кладбищами, чтобы их не разрушили, сказали, что это кладбище принадлежит им. И сохранили. Об этом тоже есть, как бы, хорошее тоже никогда не забывают. Итак, продолжаем дальше. Критического подхода. Как бы то ни было, с позиции сегодняшней исторической науки, труд Лаудаева весьма и весьма далек от реалий. И более того, местами спорен. Я бы сказал, не только далек, он весьма спорен во всех своих отношениях. Недаром современной историографии наиболее часто к произведению Лаудаева обращаются именно те лица, которые фальсифицируют историю чеченцев, а также стремятся показать их историю с самой неприглядной стороны. Ничего вам не напоминает? С самой неприглядной стороны. Вот они используют именно материалы Лаудаева.
Продолжаем дальше. К примеру, в 2004 году вышла на свет монография доктора исторических наук, профессора Северо-Осетинского государственного университета М. Блиева, ныне покойного. «Россия и горцы Большого Кавказа на пути цивилизации». По замыслу автора она была направлена к пересмотру, полному пересмотру, а на деле к фальсификации сложившихся взглядов на такой крупный исторический феномен, как Кавказская война. Многоцветие посылок Марка Блиева сводилось к относительно простому логическому умозаключению. Дагестанцы, чеченцы, черкесы северо-западного Кавказа находились на такой стадии социально-общественно-экономического развития, когда внешние набеги, войны составляли их естественную природу. Поэтому оплоту цивилизации Российской империи пришлось якобы оказать сопротивление натиску горских варваров, вследствие чего произошла Кавказская война в XIX веке, чьей поздней реинкарнацией на рубеже 20-21 века являлись две чеченские войны. Ну, когда об этом, конечно же, Марк Блиев, точно так же, как и Лаудаев, решил глубочайшим образом вылизать шерсту своего хозяина. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. К сожалению, есть такие люди, которые пытаются оправдать любые преступления, любые действия. Мы прекрасно знаем из документов и историков того периода, и описывали то, что историки описывали, чеченцы и в основе своей были загнаны до такой степени, когда начали сокращать их территориальные наделы, то есть сперва отобрали сперва левую сторону Терека, мы знаем, да, потом перешли правую сторону заняли левую сторону Сунжи, само собой выстраивая там крепости, сажая туда сунжинских, уже так называемых, сунжинских, терских казаков, то они были терскими казаками, потом уже начали сунжинскими казаками, уже начали называть тех, кто проживает по Сунже. И, само собой, против злейшего врага всей империи, царской Российской империи, которые всегда делали набеги и так далее и тому подобное. Очень странно, что на Кавказе ни один источник, в том числе и грузинские источники, и армянские, и персидские источники есть, нигде и арабские источники, нигде не указывается, что чеченцы делали набеги. Набеги делают в основном кочевые племена, автохтонные народы набеги редко совершали, только в качестве мести или из безвыходной ситуации. Опять же повторюсь, от безвыходной ситуации из-за скудности земельных наделов, из-за того, что нужно было выживать, кормить, и каким образом можно было пойти войной, ты не можешь, у тебя силы несоизмеримы. Само собой, я нисколько не оправдываю, конечно, но на тот период истории я прекрасно понимаю, когда не то, что в тот период, возьмем две последние кампании, сперва обвинили во всем, что можно было обвинить, начиная с первой чеченской военной кампании, сказали, что чеченцы там, что все Авизо, вот из-за Авизо там начали против. На самом деле, все как происходило, как говорит нынешний президент России, и рассказывал об этом, и многие аналитики и политологи говорят об этом, что из-за этой пьяной рухляти, называемой Борисом Николаевичем Ельциным, конечно, мертвым или хорошо, или никак, но все-таки, поскольку этот человек причастен к развалу СССР и к началу войны, и Первой, и Второй войны в Чечне, я думаю, что чеченцы имеют моральное право говорить так о нем, что это, по крайней мере, мое личное мнение. Комок, вам точно они не принадлежат. Спроси у Чабиевой Танзилы, она тебе расскажет. Они вашими чабанами и пастухами не были. Так что и мы их не называем кочевым племенем, в отличие от вас. Иди под своего научного сотрудника, начинай делать. Дальше. Смотрим. Дальше читаем. Причем
вследствие чего произошла Кавказская война, являлось две чеченские войны. Причем вызывающая некомпетентность Эмблиева относительно истории Чечни, собственно, этногенеза чеченского народа, опиралась в первую очередь, в первую и последнюю очередь на труды Умалата Лаудаева. То есть один подхалим писал из заметок другого подхалима, причем два этих подхалима работали на царскую Россию и пытались всякого рода оскорбить или осквернить чеченский народ. Без разницы, кто бы не был, какой бы национальности он ни относился. Так, на 21 странице глава «Чечня» Брифского опуса мы насчитываем 34 сноски исключительно на Лаудаева. Его текст оказывается самым главным и наиболее авторитетным источником для фальсификатора построения Эмблеева. С таким перекосом односторонних ссылок, а ведь у Лаудаева и близко не документальные источники, абсолютно верно. Нету никаких документальных подтверждений, и на которые бы ссылался бы царский офицер Лаудаев. Наша наука давно не сталкивалась. Известно, что следуя постулатам народной историографии и всякого рода преданиям и сказкам, космически далеких от исторической реальности, у Лаудаева как будто предвидя, что его работа попадет в руки проходимцев, часто предупреждал читателей о сомнительности народных рассказов. В предании чеченцев говорится, что на плоскости Чечни господствовали разновременно нагайцы, русские и калмыки. Предания эти темны, сбивчивы и часто противоречивы, так что нужно много проницательности, чтобы постичь их истинный смысл и так далее. Даже сам Лаудаев понимал то, что он пишет, это полнейшая ерунда, честно сказать. А как мы знаем, да, конечно. Тазила говорит, Уарстхой – это исконное ингушское общество, а Карабулаки – это кочевники, не надо нагнетать или нести То есть Уарстхой и Карабулаки – это не одно и то же, да? Кому? Ты зайди к Уарстхоевцам, расскажи, что они не Карабулаки. Вот вы, нордийцы, я вас просто угораю. Такую ерунду, конечно, написать, это еще надо поискать. Итак, сейчас. И пока у нас идет эфир, мы видим, что Шамиль Осмаев поддержал наш эфир и задонатил. Шамиль. Да, духуахуал, будущник язычка соудолитил. Один, как говорится, один с Инстаграм задонатил, и другой с Ютуба задонатил. Здесь написано Шамиль Осмаев, Шамиль Дайресхил, да, духуахуал. Продолжаем дальше разбивать Лаудаева и Блеева в пух и прах совместно с профессором, чеченским профессором Яусом Ахмадовым. Итак, дальше смотрим. Чеченской, что делать, особенно это проявляется нагайцы, русские предания темные и так далее. Тем не менее, все чеченофобские сочинения последних лет непременно обращаются к сочинению Умалата Лаудаева. Так как будто в 1872 году чеченская историография достигла совершенства и навсегда поставила себе предел в своем дальнейшем поступательном развитии. Особенно это проявляется в вопросах периода древнего и средневековой истории чеченского народа. Между тем, чеченцы занимают сегодня на Кавказе 4-е место по численности населения, после грузин, азербайджанцев и армян. И они играют в регионе все возрастающую роль. Без тени сомнений, тот же Блиев говорит, что согласно преданиям, до 16 века чеченское племя обитало где-то там в горах, в верховьях Аргуна. И вообще его появление на Северном Кавказе позднее явление. Доказательством оказывается первый чеченский историк, вот и самое интересное дальше,
Доказательством оказывается первый чеченский историк. Догадайтесь, кто это. Не отрицал, что чеченцы пришли на Кавказе народ и так далее и тому подобное. Ну, само собой, конечно же, э, вот эти сказки, рассказы Байда, ссылаясь на Умалата Лаудаева, подтверждается. Все же многие же задаются вопрос, что сказал Лаудаев, что сказал. Вот именно моменты, настроенные против чеченцев, чеченофобские высказывания, античеченские высказывания, оправдание любых боевых действий на территории Чечни, в том числе царской России, оправдывается только одним моментом. То, что во всем виноваты сами чеченцы, и они оказываются по Блиеву и Лаудаеву. Весь мир и ДНК, и генетика, и археология, все доказывают, что чеченцы автохтонный народ, а вот Лаудаев и Блиев вместе с нарнийскими представителями Абадиевым, Кадзоевым и же им подобным, Комоком, Руслан Евлой и остальным, ну, ладно, Руслан Евлой оставим, остальных оставим, Абадиев, Бузуртанов, Кадзоев, их достаточно. Эти-то вообще не историки никто. Получается, что они пришли. Почему я так говорю? Потому что, поскольку эти люди утверждают, что одни говорят, что вся левая сторона берега реки Аргун принадлежит ингушам, а другая сторона, в том числе потомственный историк Гаджиев Зураб Вениаминович, кажется, да? Или как там? Ну, дедушка Вениамин у него, ладно. Гаджиев Зураб, Хапизов Шабан и ему подобные, там, я не знаю, Патимат Тахнаева сказал или нет, я не знаю, но вполне возможно, те, которые утверждают, что все земли по правую сторону Аргун принадлежат аварцам, а там некоторые кумыки говорят, что принадлежит, как говорится, им, ну, здесь кто только не был. А вот чеченцы, походу, вот есть река Аргун, вот в этой реке жили. Вообще чеченцы это морской народ. Даже не морской, речной народ. Они из реки вылезли и нападали. Настолько они были мужественными, боевыми, они вышли, накостыляли и Сюли, и Гунки, и Галга, так просто нахлобучили их, что этих закинули аж туда, в Дарьяльское, Асиновское ущелье, этих закинули туда, обратно за реку Сулак и так далее и тому подобное. Абсурдно звучит. Да, смешно звучит, да, конечно, это неправда, конечно, это аллегория, конечно, это ирония, сарказм, назовите как хотите. Но звучит же как смешно, смешно. Точно так же звучит то, что эти земли принадлежали вам. Ранее я, как и утверждал, тот же Блиев, тот же Лаудаев, которые пишут эту ерунду, не знали вообще ничего об истории. А судить там где-то сел в какой-то крепости, там, да, расскажи про это. Я, все понял. И то, опять же, под вопросом, где оригинал документа. Возможно, на оригинале документа сказано, что вот это достоверно, недостоверно и так далее и тому подобное. Оригинал документов очень важно имеет значение. Ну, по крайней мере, подтверждение этому. А подтверждение Лаудаева мы находим только у ярых чеченофобов, опять же не хочу повторяться, что с запада, что с востока, которые якобы пытаются оскорбить весь чеченский народ. Ни больше, ни меньше. Продолжаем дальше. Без тени сомнений, тот же Блиев говорит, что согласно преданиям 16 века чеченские обитали, так, это я зачитал. К сожалению, и сам Лаудаев, зная историю чеченского народа, исключительно на фольклорном уровне, а то бишь это сплетни, сказки и все остальное, особо делаешь. Я же сказал, что я в эфире. На фольклорном уровне. Дал не один повод в своих размышлениях для спекуляций современных ненавистников чеченского
народа, что видно из последних цитат страницы, указано в тексте. Племя это, как увидим ниже, образовалось под снеговыми горами близ истоков реки Аргун, откуда уже нуждались в земле, стали расходиться по другим местам. Оно заняло горы бывшего Назрановского округа и Чеберлой, впоследствии водворилось в Ичкерии, в Алухе, и, наконец, после ухода русских с плоскости Чечни, Затерик занимает ее плоскость, и тем заканчивается свое расселение. Ну, то есть это рассказывает из цитаты из Лаудаева. Большего бреда, конечно же, и слышать невозможно. Конечно же, невозможно с учетом того, что, ну, я понимаю, что на тот период и быть-то как таковой генетики не могло. Ну, или, возможно, хотя в то время вроде была бы и археология, если я не ошибаюсь, да? Ну да ладно, мы видим то, что видим, и продолжим дальше. Свое расселение. Нет сомнения, что русские по своему завоевательному духу зашли и в Чечню, вытеснили из нее ослабивших татар, поселились в ней житьем. И теперь еще совершенно свежие чеченские предания, в которых говорится, что в то время русский сделался отцом страны Перса и Мехки Дахилли, и что телега русских взошла на горы Персы Гудок Ламтейлер. Необузданное племя, это пишет, опять же, как говорится, подхлемаж и возрождение, восстановление непосредственно царского историка, нужно было возвратиться на, так сказать, свое рабочее место. И теперь, дальше. Необузданное племя необузданные племена, эти для пропитания своего занимались разбоем и грабежом. Почему слишком тревожили русских в Малой Чечне, тогда как ичкеринцы были менее опасны русским в Большой Чечне, тогда как ичкеринцы были менее опасны русским в Большой Чечне. У ичкеринцев сохранилось начало общественной жизни, привитые у них аварцами, и они были менее грубы и опасны. То есть это пишет непосредственно Умалат Лаудаев. Ичкерия не была еще населена этим племенем, ей владели аварские ханы. Со своими вот об этих строках как раз таки мы и говорим, очень часто используются нашими соседями. Ичкерия не была еще заселена этим племенем, ее владели аварские ханы. Со своими землями, холмами, тучными лугами они сильно манили к себе полукочевых чеченцев. Грузия приобрела власть над этим народом и наложила на страну тяжелые условия. Не желавшие выполнять их не могли оставаться в стране и должны были переселиться. Обязавшись платить аварскому хану язык подать, они начали свое переселение. Это все у Лаудаева упоминается. После ухода русских из Чечни, как малоземельные, так и безземельные фамилии заняли для себя на плоскости земли. А из-за этого ясно, почему некоторые имеют землю в горах, а на плоскостях, не имеют землю в горах, а на плоскости. Другие только на одной плоскости. Русские, владея плоскостью, имели влияние на горных жителей. Окруженные хищными племенами, русские сосредоточили свою жизнь в становищах, укрепляя их в торжке хищников, то укрепления должны служить памятник пребывания русских в Чечне. Мы привели столь обширные выдержки, чтобы обосновать необходимость приведения в заключение одного научного текста, показывающий объективный современный уровень знаний о происхождении и развитии чеченского народа с древнейших времен в эпоху рождения нации в новое время. Оно
полностью опровергают, с одной стороны, чеченофобские взгляды современных фальсификаторов от науки, базирующих, кстати, и в некоторых учебных центрах Северного Кавказа. Я даже догадываюсь, в каких учебных центрах там говорится. Так и наивные воззрения наших первых чеченских этнографов и историков с другой. Ну, да, у нас есть такие историки, которые так сильно любят ссылаться на Лаудая. Самое первое знакомство с азами подлинно научной истории Чечни и чеченцев и Чечни полностью рвет в клочья как фольклор, народную историю, так и попытки всяких ненавистников чеченской нации извратив сегодня исторические судьбы одного из ведущих народов Кавказа. Мы уже говорили, в шарлатанстве, мы уже не говорим о шарлатанстве всех мастей, в том числе и отечественных, зависти научную историографию Чечни, то в дебри схоластических прений, по терминологии, то в недоумение псевдоисторические сюжеты направлены густым информационным мусором. Подобные деятели, не гнушающиеся порой и плагиатом, развивают завидную общественно-социальную активность, граничащую с экстремизмом, и заполняют псевдонаучные публикации не только в интернете, но даже в изданиях, именующие себя научными. Не секрет, что история, будучи общественной наукой, не застрахована от ошибок и просчетов. Она довольно инертна и неохотно откликается на вызов времени. Однако научные знания имеют свои критики, методику и методологию, которая отделяет его от иных научных суждений. Труды ученых всегда проверяемы, так как любая научная теория в своей основе опирается на факты и аргументы, доступные для проверки всегда и везде. Научные знания носят определенный системный характер, а совокупность научных знаний создает научную картину мира. По сути дела, научная картина мира есть осмысленная совокупность наиболее важных факторов, теорий, гипотез, собранных современной наукой на данный исторический момент. В качестве иллюстрации, насколько может разниться картина этногенеза чеченской нации в осмыслении представителей фольклорной мифологической традиции картины мира, как, например, у Лаудаева, и в научной проведем здесь авторизованные извлечения из собственного заключения в книге «История Нахов Предней Азии, Кавказа и Чечни древнейших времен до конца 15 века». Монография Ахмадов, Гумба, Курумов, Хасмагомадов, редактор Яуз Ахмадов. Москва. Литература, 2019 год. Хронические рамки проблемы и происхождения, собственно, чеченцев, как и всегда человечества, довольно широки. От времени зарождения первых языковых семей между 15-40 или 15-40 или же 15-12 тысяч лет назад. И далее до неолита, эпоха бронзы, железа, античного средневековья, когда формулируется конфигурация, собственно, нахо-чеченцев как отдельного северно-кавказского народа. В науке давно установлено, что древняя прародина человечества располагалась в Восточной Африке, в Предней Азии, откуда предки людей современного типа распространились по всей земле своими языками. В целом, первоначальное и редкое население Кавказа, начиная от первых гоминидов около 1,8 миллионов лет, прошло все этапы развития каменной индустрии первых людей: палеолит, древний каменный век, мезолит, средний каменный век и неолит, новокаменный век. Следы приобретения разумной неандертальцев и кроманьонцев на Кавказе, обладающих речью как средством коммуникации, встречающиеся не позже 100-50 тысяч лет назад, включая северные склоны Большого Кавказского хребта. Но дальше я уже обязательно, тут уже у нас по Лаудаеву у нас заканчивается, поскольку высказывание Лаудаева вы слышали. Мы эту книгу, вот эта книга, огромная благодарность, кто предоставил данную книгу, вот эта книга.
Вот такая вот книга, 2019 год, великолепная книга. По ней мы будем еще работать. Следующее, завтра, если посмотрим, по мере возможности, завтра или послезавтра, если, когда у нас будет эфир, мы продолжим там, отвечая на этот вопрос. А я 2000 источник, да, еще чеченскому, да, ему доверю. Итак, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Как раз таки и сделаем заключение. Из материалов, которые мы видим у Малата Лаудаева, имеет ли у Блиева того же, имеют ли они отношение к чеченской истории? Конечно же, имеют. Но, опять же, речь идет о фольклоре. Фольклор занимает небольшую часть в истории нашего народа, но, опять же, современная история, современная наука в клочья, современные даже историки в клочья могут разорвать вот эти данные сказки и мифотворства, которые были придуманы царскими офицерами или же подхлемажами царской России на тот период. Уж извините, каждый выбирает сам по себе, а они непосредственно занимались вот такими вещами. Исходя из этого, исходя из данного материала, конечно же, можно было бы сказать, какое заключение мы можем сделать. Во-первых, берем, нету оригинальных документов, которые были написаны Умалатом Лаудаевым. Во-вторых, материал зафиксированный, он полностью не соответствует истории или этнографии чеченского народа. Ну, не полностью, частично, само собой, какие-то названия сохранились, которые там уже никаких вопросов нет. Опять же, материалы, собранные от различных национальностей, там, допустим, тех же аварцев, тех же кумыков, нагайцев, каждый, у кого ты не спроси, сегодня далеко ходить не нужно. В интернете, когда ты встречаешься с аварцами и говоришь, расскажи свою версию, как ты видишь историю чеченцев. И они начинают рассказывать сказки. Мы владели Чечней, мы владели всем Северным Кавказом, вплоть до и Малой Кабардой владели, и частью кабардинских земель владели, там есть у некоторых аварцев такие карты, на которых там даже Карачаева, половина Черкесии принадлежит им. Другим показывают, там наши соседи Запада, рассказывают о великом государстве Гелхастан, которому принадлежала вся Чечня, часть Дагестана, с выходом на Каспийское море и так далее и тому подобное. Ты говоришь, ну откуда вы взяли? Ну, у вас-то и в 19 веке нету там столько-то. Сами ваши генетики говорят, что первый представитель вашего народа появился в X веке. Как вы могли управлять этими всеми землями? Или вы, как вы вообще, чтобы даже этому народу расплодиться, нужно как минимум, ну, я не знаю, ну, я, честно сказать, даже за 100 лет, сколько может один человек там от одного человека, ну, ладно, он найдет представительницу там, да, женского пола. За 100 лет, с учетом того, что долгожители, представим, что у него репродуктивные органы очень хорошо работают, и за 100 лет сколько у него детей может быть? Плюс-минус 10. Ну, 10, пускай там будет 20, пускай будет он супергигант, да? 20 детей у этого человека, который родился первый в X веке. После, чтобы эти 20 достигли полового возраста, нужно еще 15 лет. Если вы так посчитаете, за 300 лет максимум, если даже соберется, ну, может быть, 200-300 человек. За 100 лет там, пускай наберется там, я не знаю, человек 100, за 200 лет пускай 200, за 300 лет там пускай будет уже 500 человек и так далее. Ну и все. Возвращать у вас нечего. Самое главное, что самое интересное, ваши же люди бегут от вас, как вы говорите. Не от нас же бегут, а от вас бегут. Если вы такие хорошие, если вы настолько древние, получается, я не знаю. Ну, за 1000 лет, вы говорите, что за 1000 лет восстало 700 тысяч. За 1000 лет восстало 700 тысяч, вы говорите. Это по вашим данным. По официальным данным, вас 500 тысяч, из них 100 тысяч чеченцев. Это по вашему докладу в Грузии. Но я отвечаю на вопросы, сколько же. Это получается плюс-минус из 500 тысяч, 100 тысяч чеченцев убираем, это 400 тысяч.
Ну, из 400 тысяч убрать там 100-150 тысяч еще арстхоевцев, получается 350 тысяч. Да, так? Нет, 250 тысяч. Получается, что первый появился в Асиновском ущелье, да? А это первый Эгихуай, Таргимхуай и Ханхуай. Десятый век, 21 за 11 веков 250. Это получается, ну, умножьте. Вы разделите 250 тысяч, разделить на 11 тысяч. Сколько там происходит? Посмотрите. Где-то так получается. Каждые 100 лет узнаете уже сколько. До Черного моря. Да-да, конечно. Черное море. Так что вот эти вещи, конечно же, если так посудить, если так посмотреть, генетика, конечно же, многие моменты разносит в пух и прах, как бы кто бы что ни говорил. А если взять книгу Шукри Дахтильгова, ну да, про книгу Шукри Дахтильгова я вообще-то промолчал, потому что там и не только Шукри Дахтильгова, я могу взять более современного а, источники. Две книги у меня есть, ну там, грубо говоря. Вот сейчас появились люди, которые начали утверждать, что якобы они пострадали за всю Кавказскую войну больше всех, но, как говорится, э, у каждого свои источники, у каждого свои документы. Так, так. Сейчас Телеграм, как всегда, у нас отключается. Заканчивается час. Башлам, давно хотел спросить историю происхождения гендер-гной Сурус-Мартана. Нету гендер-гной Сурус-Мартана. Есть гендер-гной. Сурус-Мартана, не Сурус-Мартана, там разницы нету. Поэтому я думаю, что это немножко неправильно говорить гендер-гной Сурус-Мартана. Гендер-гной есть гендер-гной. Сурус-Мартана они или с другой Чечни. Один из тоже больших чеченских тайпов, исконно чистых чеченских тайпов. Много и наибов, и сторонников во время Кавказской войны среди них было активных участников, так что как-то так. Родовая башня Гендерглой находится в Ношхе, они относятся к Ношмахкоевскому Тухуму. Родовая башня восстановлена на исторической местности, там же, где и была и раньше, в Гендерглой. Так что вот так вот. Проживают в разных. Ну ладно, я не хочу сейчас углубляться в тейпы. Итак, я готов отвечать на ваши вопросы. Далее. По Лаудаеву. Да, сейчас. И за это время Али задонатил. Айл Болшвучу донатиайтин, Айл ДРС Хил, да, Духуахуэл, Бодиснег Изашка Соду улетел. И наш брат Байайла задонатил. Байайл дал Духуахуэл, да, Сидуэл. Байайл задонатил и отправил сообщение, что очень обычно, когда отправляют с донатом сообщение, я его обязательно зачитываю. Гурниш обал дуайла Байайла. ДРС хил Байайла. Массер дуайл гурниш обал. Дуаниш, мархниш и так далее, и так далее. Да, шу дегума бохар и всегда хархует масана. Вот сейчас на данный момент 3-1. Пока у нас побеждают с Инстаграм. 3 доната с Инстаграм и 1 донат из Ютуба. Так что вот так вот. Я готов ответить на ваши вопросы касаемо Пола Удаеву, если у вас есть вопросы. В Телеграме у нас чат открыт.
В Ютубе у нас открыт доступ. В Инстаграме запрос я тоже принял, но человек скинул почему-то. Так что, если у вас есть вопросы, теперь задавайте, я постараюсь ответить. Желательно не про тейпы. Я не люблю вот это тхатейпалес лица, тхатейпалес лица. Я вам могу сказать чеченский, не чеченский. А остальное вы увидите все на нашем канале. Подписывайтесь, увидите про свой тейп, количество, географию и так далее и тому подобное. Все увидите на нашей странице. Поэтому не хочется, чтобы распыляться. И конкретно по истории это очень важно. Это вообще наша история. Я сегодня хотел очень много чего рассказать, но изначально, как вы знаете, за и против, как мы описываем, да, и по Лаудаеву, и описывали, мы видим очень слабость материалов. Это то же самое. У нас есть очень много людей, ну, допустим, смотрите, есть у нас вот такая книга. Сейчас я вам покажу. Это чеченский фольклор. Это вот она. Вот книга. Она причем намного толще, чем у Лаудаева. Смотрите, чтобы было понятно. Мифы и предания чеченского народа. Да, здесь как раз таки входящие в этот фольклор чеченский. Содержание. Я просто, чтобы было понятно содержание. Фактически это можно сказать, что история чеченского народа. Да, грубо говоря. Мифы, связанные с ними персонажи. Сотворение мира, Черные горы, Эл, Царство небесное, Рай или ад, Стелла, Элта, Солнце и Луна, Молза Эрда, Бог, Молза Элда, Бог войны, покровители диких зверей, пастух диких зверей, Турс, Пхари, Пхармат, подвиг Са, алмазы и вампиры, проклятие алмаза, место, где алмазы оставили косу, лощина алмазов, польза от алмазов, силаста, силасата, Млечный путь, созвездие знаки зодиака, гром снеговые горы, волк 1, волк 2, волк 3, загробная кара, джинны, Аннана и Мелхи, морской конь, теща оборотень, ведьма, ведьма, Элда, сын Гамашки, кукушка, возвращение бедолаги, листья серебристого тополя, географические объекты, описание их в преданиях и в мифах. Адское ущелье, гора трех сестер, Гюржиюк, двое братьев и их мать, запруда Кесиры, Кускуз, маленькие мельничные жернова Нарт-Остхоевцев, озеро Галанчош, озеро Казиной, поляна, где Ваха убил человека, поляна девушек, поляна Полы, спящая красавица Горная гряда, Теча и его возлюбленный Цай, рукотворные памятники Чечни, башни Нарт-Остхоевцев, Гуонтгал, башня Дисхи, башня Науруза, Репак и Амир, башня семи сынов Жогуга, каменная плита сестры семерых братьев, каменный крест, каменное войско, Муртаза, Курган Мулла, Мизеркуарт, надмогильник памятник Нарт-Остхоевцев, Наур и Гожик, раскопанный курган, свидетель древних времен, Парнаваз Келли, Висар Келли, Харачуевская башня, Цоепиде, Чопай-Гараж, история чеченских селений, генеалогические родовые предания. Споем про Турпала Нохчу, так называется, богатырь Нохчу, потомство Турпала, происхождение чеченцев, предок Га и его потомство, древние жители Чечни, раннее расселение чеченцев, название Нохчи, Акберг,
Акинские равнинные происхождения. Первое. Акинцы равнинное происхождение. Второе. Акинцы равнинное происхождение. Третье. Равнинные происхождения. Акинцы равнинные происхождения. Четвертое. Алироевские предания. Алхазурова, Алханюрт, Баулай, Барвай, Белгетой, Эхкимборз, Биноевские предания. Бугарай, Буни, Волерк, Варанд 1, Варандай 2, Вашандрой, Гордали Даттах Энген, Гордалой, Гатенкал, Герзель, Ги, Сиким, Чинаха. Ги, Сиким, Чинаха это в одном предложении. Гуной 1, Гуной 2, Гуной 3. Жима Калаку. Зандак. Земля за красавицу 1. Земля за красавицу 2. Земля за красавицу 3. Истису. Какадой. Карабулаки. Курчалой. Ляча Хальдерхоевский. Майртуб. Магажой. Мазархоймуак. Мед сын Акмара. Мержой. Месадой. Мескити. Шоухалберды. Турти Хотар, Давлет Хотар, Мескити, Сегунты, Турти Котар, Давлет Котар, Шамхалберды, Мялхиста, Цойпеды, о происхождении Икальче, Натеричное, Нашха, Хилах, Пхерте, Нихлой, Нагаймирзу, Нохчкилой, Оки Эхки, Персной, Пожух, Пельник, Садой, Сандха, Серблой, Ляшкрой, Сехтой, Таузин, Терлой. Терлоевские предания. Кирт Бауниш. Кирт Бауниш. 2, 3, 4, 5, 6 преданий. Это каждый по отдельности. Гор, Никер, Пешбас, Ушни, Терлоевский бог, Тундухай, Холундоевские, Харачоевские предания. Происхождение. Это отдельно идет название. Происхождение. Башни Дугули, Харкерой, Харсиной, Хатуни, Хачерой, Химой, Цечу и Мелхи, Цонтароевское предание, Кастеки, Окиюр, Чентийские предания, 1, 2, 3, 4. Установлены границы между обществами Чинах и Ченти. 5. Чеберло. 2. Как Чеберло забрал местечко Бархите. 3. Чермоевское предание. Чечен Аул, Чохой, Шарой, Шарой и Хакмадвай. Шуани, Ялхоймак. Гелены, Гилдеген. Шуани, Малый Эристаншхой, Эрсиной. Героические предания. Ахмед Автуринский. Славное имя Ахмед Автуринский. Автор Ахмед с волчьими глазами. Это все предание, чтобы было понятно. Все на этой книге. Автор Ахмад и Казак. Благородство. Было. Бейбулат Таймиев и Шамхал. Тарковский. Бершейх. Баймирза Гихинский. Буарз Мухаммади. Ваха и Умар. Винек Сансулды. Гибель 7 нарт-астхоевцев. Дуда Исмаилович. Ачхой Мартановский. Дуда Исмаилович. Ачхой Мартановский. Дуда Исмаилович. Отдельно идет. Еще один пункт. Не хвались сделанным. Еще один пункт. Доброе не пропадает. Женщина помирила мужчин. Зелимхан из Харачоя. Предводитель абреков Харачоевских Зелимхан. Это отдельно идет тоже. Зелимхан и бедный мальчик отдельно идет. О Зелимхане отдельно. Абрек Зелимхан и Топа Чурмоев отдельно. Надежда, Идик храбрый и Черхо. Как девушка обманула разбойников. Как чеченцы присоединились к России. Предание. Все предание. Магомед Махкетинский. Магомед Мескетинский. Малсег Назрановский и Саадулла Гихинский. Мержой Кезилк. Месть Ады. Нарт Орстхой, Саид. Нарты из Герменчука. Находчивые братья. Никероевские предания. Ногай Мирза. Орстховец Нохчу и Орстховец Галга. Победа хойцев. Почитание гостя. Саадулла Наиб Шеймеля. Сражение с галгайцами. Сурхо Адиев. Сын должен быть достойным своих родителей. Тавлинские папахи. Теймасха дочь Маллы. 3 брата. Турпал Термула. Феринги. Горно-Акинские предания. Хан Батыр. Хвалчи Тундхо. Храбрый Али. Шатоевский Астемир.
побратимы. Это каждый по отдельности. Два побратима. Мелхистинские побратимы. О борьбе князя с князьями. Дзейд Гайдаков. Изгнание князей из Чечни. Муцул Исеки. Непокорный Цогол. Призвание князей. Пугливый князь. Сметливый юноша. Князья из Жима. Калико. Цепа. Последний князь Чеберлоя. О борьбе иноземными завоевателями. Чингисхай и Мамай. Ров Тамерлана. Сабля Тамерлана. Хромой Тимур. Русские казаки в Чечне. Потомство Кипчи. Русский бог. Казак Тарас. Казаки Гуной. Первая часть Казаки Гуной. Вторая часть. Он и она. Ахиев Тамарко и Шекер и сын. Бейбулат Таймиев. Гази сын Алдама. Девушка ищет суженого. Девушка Нарт. Джунит и его невеста. Мади Джаммерза и его жена. Хазалка и Зелейха. Умная жена. О вере и обычных нравах народа. Мульти Керри. Все мы изучали, все мы уздения. Безжалостные обычаи. Мелхиста. Происхождение Адата. Старые обычаи. Принятие ислама. Термол. Мол. Бершейх. Шейх Мансур. Майстинский суд. Магажойское предание. Решение майстинских парней. Отцовский наказ. Рабы. Избрание царя чеберлоевцами. Кистинское предание. Битва Жоколо. Жоколо юрт. Вот это все описано вот в этой одной книге. Это вторая часть всего. Их всего две части. Мифы и предания чеченского народа. Все эти моменты и документы, если их записать как историю, то вы уже должны сами понимать. Кстати, всего, что я зачитал, все, что вы услышали, вы можете в следующий раз в эфире про эту тему спросить, я вам могу это зачитать. Никаких проблем с этим не будет. Так что вот так вот говорить о мифах и преданиях и о реальной истории, совмещая, делая из нее историю, это очень сложно. По этой книге «Мифам и преданиям» можно судить, что всех чеченцев уничтожили, порубили, прогнали, зарубили, и никто никогда, кроме как нашими ромами, быть не мог. Ну, обычно предания, рассказы, мифологиях побеждает сильнейший, побеждает добро и правда. Вот так и бывает. А в истории немножко иная ситуация. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, но суть остается сутью. Ладно, задавайте вопросы. Ибрам, если с Ютуба, с ТикТока, Телеграм, что, вистхал, шьерары, вяпи, нохчу, ас, секрет, Поттерот и Мамадиеву. Если у вас у кого-то есть вопрос по Умалату Лаудаеву или по другим источникам чеченским, которые... Или вообще по различным... Я тут смотрю, мне прислали пару этих... Есть у нас один такой псевдозащитник независимости Ингушетии за пределами. Он вроде бы начал, сейчас говорят, мне прислали, скинули пару скринов, что он там меня разоблачает или что-то, показывают вырезки, там в 19 году его вырезки, в 15 году его вырезки, то есть мои вырезки, то есть имеется в виду, ну, с 18 года, когда я начал проводить эфиры, несовпадение, доказательства, опровержения. Удачи, удачи, Руслан, посмотри. Главное, заходи в эфир, назовись, представься, должность назови свою, а я представлю тебе свои аргументы. Конечно же, есть некоторые моменты, в которых, допустим, в научном докладе, чтобы тебе было понятно, в научном докладе митинги, которые говорилось, что проводилось еще во времена ЧССР, 73-й год, опять же, это 92-й или 91-й год, да, когда проходил Назрань, они говорили, что эти митинги почти что были 100-тысячными. Это не мои слова. А по официальным данным, которые были последние, да, в Магасе, и ни там я не участвовал. Абсолютно верно. Я цитирую лишь где-то прочитанный с какого-то документа. Они говорили максимум о натяжке 30 тысяч Магасы, которая проходила в 2018 году. Вот.
Потом такая аналитика, статистика, которую ты пытаешься опровергнуть, э, никаких проблем нет. Я предоставлю свои документы, хотя, в принципе, за тобой бегать или тебя просить где-то там что-то, у меня нету никакого вообще резона. Нужно, зайдешь. Когда я захочу, я тебя приму, когда посчитаю нужным, чтобы тебе было понятно. Я тебя сегодня позвал в эфир, если ты хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы. Башлам, в телеге свой микрофон включи. Аллилуйя. А давно он отключился в Телеграме? Или вообще с самого начала я его не включал? Аллилуйя. Я надеюсь, те, кто послушал Телеграм-чат, Чубилчарга, если вы вдруг не услышали, у нас сегодня тематика была про и Лаудаева, про мифы и предания и все остальное. Надеюсь, что вы услышали. И все эти предания, опять же, мифы и предания, минут 20. Аллилуйя. 20 минут. Я думал, что я включил в Телеграме эфир, 20 минут эфир идет. Но я надеюсь, они смотрели параллельно, слушали. Речь сегодня шла непосредственно о Лаудаеве, о мифах и преданиях, и об Лиеве, точно так же об их сказках, которые напечатаны, верить или нет. Было бы хорошо, если бы ты включил записи его и Руслана. К сожалению, одновременно я их включить не могу. К сожалению, не могу, потому что у меня подключен сразу, идет эфир в Телеграме, идет эфир в Инстаграме, то есть задействованы две техники, других у меня нету. Хотел узнать, сколько приблизительно чеченцев на сегодняшний день в мире. В интернете много разной информации, и она неоднозначная. Плюс-минус речь идет о 2-3 миллионах. 2-3 миллиона. Вот так речь идет. 3 это, я думаю, что они очень сильно натянули. Но однозначно я бы сказал, что 2 миллиона чеченцев будет. Однозначно, если не больше. По тем же элементарным статистическим данным, которые у нас есть, да, вполне вероятно большие погрешности. Однозначно сказать, что все любят прямо, чтобы их фиксировали, я не могу сказать. Но в Чечне уберем кумыков, нагайцев, сюли, терских казаков, плюс-минус это 1,5 миллиона. Вообще 1 650 000 населения в Чечне. 1,5 миллиона чеченцев. В Европе еще лет 5 или 7 тому назад речь шла о 300 000. Плюс-минус. И то не везде было известно, сколько было их. Вот. Не-не-не, ты не переживай, Комок. Я и твои статистические данные тоже скажу. Благо, вы сами в своих документах это все показали. Вот. В Казахстане где-то приблизительно, я не знаю, там говорят о чеченцах и ингушах, где-то 100 000 проживает и чеченцев, и ингушей в Казахстане. Но с учетом того, что ингушей всегда было меньше, там процентов, наверное, 70, может 80, плюс-минус больше чеченцев, чем ингушей. Вот. В Иордании 30-35 000. В Сирии осталось сейчас, по последним данным, 3000. В Египте 2200 было. В Палестине, бывшей ныне Израиль, до 18 000. Насколько достоверно, опять же, это очень сложно. Там 3 селения, вроде бы, говорили они. 3 или сколько там. А в Ираке сейчас уже не могу, но до войны, до вот этого всего хаоса, во второй, так сказать, интифады, где-то было приблизительно 2 800, где-то так. Именно чеченцев. Там они все чеченцы. Это только как сейчас начали ездить с ним, бегать и начали рассказывать, что, оказывается, чеченцы это ногчи, а есть еще там войнах и так далее. Для них все чечане, они записаны везде как чечане. Аль-Гальгаи и Аль-Карабулаки нету таких национальностей. Ну вот, сейчас в Турции, по турецким данным мухаджиров, они сказали, что 130 000 чеченцев сейчас там. Но из них
те, которые полностью потеряли родной язык, кроме того, что они знают, что корни у них чеченские, носят свой язык чеченский и, как говорят, соблюдают все традиции, их в пределах 30 тысяч. В Панкийском ущелье всего 20 тысяч, но из этих 20 тысяч где-то 7 тысяч осталось сейчас в Панкийском ущелье, плюс-минус 7-10 тысяч, да? А остальные уехали в Европу или вернулись в Чечню, чистинцы. Ну, вернулись как? Сюда, туда, здесь работают, уезжают, приезжают, ну, вот, на свою историческую родину. Вот. В Ингушетии плюс-минус 100 тысяч. По их же данным, в Ингушетии 100 тысяч чеченцев. Это по тому, как сделали сами ингуши доклад в Грузии на научном семинаре, да? Но считай, если они говорят 100, там может быть и того, и 200. Может быть, я не знаю, не могу сказать. Может 150 тысяч. Ну, вот так. В Европе плюс-минус где-то до полумиллиона. Во всей России, по разным данным, в пределах, чтобы не соврать, то, что я слышал, до 200-300 тысяч. Но я не верю в эти данные. Я бы сказал, ну, плюс-минус, пускай это будет где-то 100 тысяч. По всей России проживают чеченцев. Ну, 100-150 тысяч. Чтобы. Ну, так идет речь о 300. Если в совокупности собрать все это и добавить к 1,5 миллиону, там набегает где-то 2-2,5 миллиона. Где-то в пределах этого. Истину знает только Всевышний Аллах. Аллаху. А сказать, сколько точное количество мы не можем. Где-то так. Вот. Это вот, если взять с ближнего регионов, которые мы знаем. Вот. В Дагестане 200 тысяч. В Дагестане 200 тысяч. Дейр-эз-Хил. Да, в Дагестане 200 тысяч. Аухе 200 тысяч. Как я мог забыть? Аухе 200 тысяч. Это вот так вот. Вот так вот. 200 тысяч там. Ну, плюс-минус где-то 2-2,5 миллиона. Грубо, если посчитать, я думаю, что это выйдет где-то так. Так что вот эти предания и сказания о том, что есть, я вам еще раз говорю. Есть то, что Яуз Ахмадов, я еще раз хочу сказать, что я материалы Яуза Ахмадова изучал, но не глубоко изучал. Это последние его работы совместно с Академией наук. В этом материале мне, опять же, свое мнение по тому, что он написал, скажу так. Оно четкое, специфически направленное на что-то, но он все равно, исходя из того, что он является человеком более политкорректным, нежели чем остальные блогеры, написал более мягко. Но опять же он полностью уничтожил Лаудаева, показывая всю никчемность его работы, и Блеева, и Лаудаева. Сейчас я уже вижу, что наши ученые начинают просыпаться, альхамдулилlah. Я прочитал сегодня только 2-3 страницы, там есть еще дальше продолжение, уже вы будете, сама тема у нас будет, сама тема называется у нас «Умалат Лаудаев за и против». Сколько этот человек написал гадости, я вам уже несколько зачитал, всю вот эту ересь, кто его использует, какие чеченофобы его используют, особенно норнийцы Востока и Запада. Но норнийцам Запада я бы категорически возжелал, чтобы они не использовали его. Точно так же, как и Вахушти Багратиони, который они очень сильно любят использовать. Почему? Потому что и тот, и другое указывают не самые лучшие стороны, особенно касаемо происхождения этих людей. Вот. Так что, если то, что говорит Лаудаев, все правда, поскольку вы упрекаете и занимаетесь чеченофобией, да, разжиганием, там, шовинизмом своим и так далее и тому подобное, тогда нужно читать полностью, что же он говорит. Мифы и предания чеченского народа, которые я вам зачитал, это была всего лишь вторая часть. Есть еще одна книга, то же самое, когда мне люди спрашивают, некоторые, особенно Руслан, да, он же там где-то, кажется, написал, что он говорит.
когда начинают рассказывать о куда вы там направляете, там, поддержки, там, пытаются меня задеть за живое якобы о донатах, да, особенно любят говорить, они не рассчитывают, что мы можем все это направлять для своей работы. Вот она, первая часть предания, то, что я покажу вам. Вот. Вот две книги. Если их объединить, это выходит как учебник истории. По сути своей, человек, который просто-напросто был бы более безграмотный, а в данной ситуации это даже более или менее грамотно, они-то хоть на что-то ссылаются, это чеченский фольклор. Это предание, это мифы чеченского народа. Если вот эти две книги объединить, сделать одну книгу и написать на нее чеченская история, то же самое сделал Аудаев. То же самое там Блиев, тот, который пытался оскорбить чеченский народ и оправдывает всю интервенцию, которая происходила на Кавказе всегда, показывает, пытает показать, что оправдать данные действия, показать, что вот вы заслужили, вы и так далее и тому подобное. Очень странное суждение. Почему? Поясню. В набегах на военно-грузинскую дорогу, там, Абреки и все остальное, то же самое совершали и ингуши. Да? Однако, во время экспедиции, или так называемой Кавказской, завоевания Кавказа Российской империи, почему-то эта война не происходит в Ингушетии. То есть, если причина была набеги на грузинскую дорогу, точно так же набеги на грузинскую дорогу совершали ингуши. Без всякого сомнения. Понимаете? Однако там войны не было. Они заключили, да, подписали, как говорится, договор. Но Лаудаев, ведь сам момент мою, где он пишет, что чеченцы после соглашения платить подать, после переселения переставали платить, западное университету сколько было стыдно платить. Якудза, там очень много чего написано. Очень много чего написано. Так вот, что я хотел сказать. Если вот взять вот эти вот предания, мифы и сделать из нее историю и выпустить, а то, что я вам зачитал, это было только прелюдия, это была вторая часть. Вот в первой части здесь только еще, опять же, начиная, я сейчас все зачитывать не буду, мифы и персонажи, предания, связанные с исламом, герои и деяния, предания горцев Восточной Грузии, бацбийские предания, чеченцы в преданиях соседей, казачьи предания. То есть вот эти все грузинско-чеченские отношения. Допустим, Автандил и Кинатин, Живая кольчуга, Майстинские хати, Побратимы, Праздник Воздвижения, Хогаис Минди, Хонис Чало Ардотти, Андако и Муцо. Восточно-грузинские предания. Здесь и сказание о походе в Каджавете, сказание о водворении гуданского божества, бои девов с Хавтишвилами, борьба Иасхара с девами, Гахуа и Хевсурская Джавари, 9 братьев из Ципори, Капала и Дева, Капала и Исхар, Капала и Пиркуши, Капала и Ниши, Поэзос Ангелози, Шунбури. Это предание горцев Восточной Грузии, происхождение Хевсур, Алаудаури, Апцилаури Чахели, Ардотти Муцо, Букучури, Маргошвили, Муцо, Сисаури Кистаури, Торгва, Циклаури Бакаури, Читаурини. Бацбийские предания. Амиранское горе, Бахтериони, Бацбийцы, Бобгашвили Кохио, Бой драконов, Девушка из Сови, Зезва,
Конзезва Гапринадуали, крепость Сагерта, горец Матела, земля Кцотра, как бацбийцы с гор спустились, кучка камней Кадунского перевала, любовное зелье, место гибели Купра, Пилишвили Род, прыжок Хосра, расселение, смерть Мамуки Калантаури, Спероза и Амиран, стоянка в кустарниках Бузины, Цискарашвили Род, Чолокская битва. Дальше. Чеченцы предания соседей. Ахриевы, Боровы, Льяновы. Ботлевское предание. Основание села Эндери. Истребление гуэнских князей. О поселении гуэнов Эндери. Гуэны, Тюмени и Ауховцы. Дударовы, осетинские алдары. Казикумусское предание. Ну и так далее и тому подобное. Все это есть, а это все состоит из части истории. Если вы верите Лаудаеву, вот эти все материалы, и это я зачитывал только название. По каждому названию есть текст. Есть, мы можем это все зачитывать. Я начал это зачитывать, но боюсь, что когда ты начинаешь зачитывать предания и мифы, это бывает немножко странно звучит, потому что когда тебе историк рассказывает предания, но предание еще куда ни шло, но мифы, там из ряда люди могут какие-то моменты вырезать и говорить, вот чеченцы свои истории такие вещи рассказывают. Хотя это четко указано как предание. Чертой в Чечне, чертой в Грузии, черталы в Дагестане, черто и в Ингушетии Чертоевы. Ирисхан Алдамов. Я не понял, что ты хотел сказать этим. Но да, чертой есть везде. Чертой чисто исконно ногче тейп. Так что если есть вопросы или есть дополнения по Лаудаеву, по нашей истории, задавайте. Вы в Телеграме, в Инстаграме. Можете отправить запрос, и я вам отвечу, если на то есть желание. Вот. И смотрим. Так, Тимур. Наш брат Тимур задонатил. Тимур дал Саадуэл. И Герихан, я не зачитывал раньше сообщение, Герихан отправил сообщение с пометкой «Помогаю, чем могу». Герихан. Да, Герихан, поверь мне, ты думаешь, что здесь другие как-то иначе, что ли, смотрят? Все, чем могут, то и тем и отправляют, как говорится, помогают. Сега, принуждение маяться, это же кому нравится, тот донатит, помогает. Кому не нравится, тот может не донатить. И у кого, как говорится. Да. И вот, новое приобретение не скажу, но у нас, вы знаете, есть некий генетик Клесов Анатолий, который сказал, что вот войнавская ветка отделилась 1000 лет тому назад, а чеченцев отсоединились ингуши. И чтобы это не было, как говорится, голословным, у нас теперь есть и вот такая книга Анатолия, как говорится, Клесова о генетике, о ДНК. Честно сказать, очень тяжелая книга, если ты не занимаешься генетикой, но что мне здесь важно в этой книге, то, что я начал находить, очень много интересных моментов, но больше всего здесь указывается об R1B, он об арийцах рассказывает, то есть названия, чтобы были содержания. Я зачитаю, чтобы вам было понятно, да? Тот, кто интересуется, обычно же, куда, как говорится, мы тратим свои донейшены и покупаем какую литературу для нас важную и нужную. Первая глава. Древнейшие люди. Введение. О происхождении людей от обезьян. Подсказка. Это были не те обезьяны. Сразу он пишет в скобках. Денисовцы и неандертальцы. Денисовский человек 800 тысяч лет назад до 65 тысяч лет назад. Неандертальцы 400 тысяч лет назад до 65 тысяч лет назад. И далее до 28 тысяч лет назад. Глава 2. Основные понятия размышления в гаплогруппах, субскладах и гаплотипах. 3 глава. Древний человек из костенок. Около 40 тысяч лет назад и другие люди того времени. 4 глава.
Не выходили наши предки из Африки. 5 глава. Кто такие арии? Происхождение, миграция, предки, потомки. 6. ДНК, генеалогия, современные потомки ариев и скифов. 7. Мальдийская загадка. 8. Кстати, вот насчет мальдийской загадки, я думал, вроде бы, что там касается нас, ну, даже в этой главе про мальдийские загадки я нашел материал, касаемо непосредственно нас. Имеется в виду кавказцев, чеченцев, ингушей. Фантазии Тилака и полярной природе ариев. 9 глава. Гиперборея. 10 глава. Фото- фо- Фатьяновская археологическая культура. 4900-4000 лет назад и ДНК генеалогии. Славяне, русские, их недруги. 11 глава. 12 глава. Битва на реке Толлензе 3200 лет назад. Славяне восточно-западные, южные, уральские по происхождению. И древние новгородцы. Чумовая история и гибель Старой Европы. 4500 лет, 4000 лет назад. Кто такие лангобарды? Лангобарды, ну, из истории вы знаете, да, лангобарды это длиннобородые в переводе были, если я не ошибаюсь. Синебородые, длиннобородые, лангобарды. Очень интересно, ну, тот, кто не изучает историю и про итальянцев не знает, прочитайте. Очень интересно. 16 глава. Венеты и Венеды. Откуда появились кельты 2000 лет назад. Глава ДНК генеалогия арабского мира очень важна, особенно для тех, кто любит изучать J1, J2. Здесь очень много об этом рассказывается. Как от евреев, от арабов произошло, вот, ну и так далее. Там очень интересные моменты есть. Конечно же, я опубликую, поскольку ваши, как говорится, поддержка непосредственно и интересные важные моменты отсюда я опубликую у нас на канале. Вы можете или купить книгу, если не хотите покупать книгу, что я не принуждаю. Конечно, здесь очень специфический материал, но важное оттуда я выкину обязательно, имеется в виду, выложу к нам на страницу. Дальше ДНК генеалогии арабского мира я сказал, езиды. Дальше ассирийцы, дальше ДНК генеалогии евреев и древняя история еврейского народа, попытки создания ДНК генеалогии Иосифа Плотника, Девы Марии и Иисуса Христа, ДНК генеалогия и языкознание, ДНК генеалогии и Рюриковичи против нормандской теории. Ну, Рюрикович это тот, кто знает историю Руси, тот, кто заканчивал исторический факультет, знает, о чем речь идет. Гедиминович из дома Рюриковичей, 25 глава, 26. Как геномный анализ выявляет личное происхождение. И последняя, 27 глава, патриотизм и научный патриотизм. Вот такая вот книга, такая вот. Очень сразу говорю, тот, кто не разбирается в генетике, очень сложно будет. Но здесь есть некоторые моменты по истории, поэтому я и генетики, и истории я его обязательно опубликую. Ну, важные для нас особенно. Вот. Что дальше? Что дальше? Так, был вопрос из... Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, братья Нохчи от братьев Лезгин. Леки, дай... Алейкум ассалам, братьям Лезгинам. Салам Мошел нашим братьям Лезгинам. Дай Аллах братскому народу мира и процветания. И вам, братья лезгины, мы желаем мира, процветания, объединения, наконец-то, всего лезгинского народа в одно единое целое, чтобы вы не делились вас на государства. Дай Аллах, чтобы все было так, как пожелаете вы сами. Вот. Вот. Как говорится, вот такая вот, как говорится, у нас книга важная, нужная о генетике. О генетике. Так. Вот так. И у меня просили показать книгу, которая была украдена. То есть изначально эту книгу сделал чеченец. Меня спрашивали в эфире,
про истанги, где мы говорили, что кто первый вообще автор этой книги. Так вот, вот автор, вот эта книга называется Эрол Йылдыр. Йылдыр — это чеченец, мухаджир, потомок мухаджиров, который написал первый про истанги. Но он в то время еще думал о братстве, надеялся, что у нас есть какое-то общее, ну, с мухаджиры не знали, что у нас здесь есть. Ну, и его работа была украдена, отсюда были материалы вырезаны и опубликованы под надуманным предлогом. Взяли, сказали, что общее сделают, вырезали и сказали, что это только Эрол Йылдыр ночью, абсолютно верно. Сделали... Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, хадейнан хэню лома зюртар, расул юа рукэ тюкэ, расул бо шукэ, теперь фамилия. Хахасон, Юнус, Юни, Бош, Вежри, Барсен, Хинс, Баци, что хабеш, Белла, Лома зюртарбу. Лома зюртабу, Айли уртабу. Саде нане, саде не нижри, Айли уртахмаряхбу, Зант хуай, Чармуай, Нисушбу. Гергал. Лишний суш. Дальше. Да, из потомков мухаджиров. Вот он эту книгу написал, и я опубликовал у себя на странице, как этот материал был украден. Он хотел сделать и чеченцев, и ингушей, ну, в надежде объединить, но потом он опроверг все. И книга нынче называют «Чеченский Нохче Истанг». Вот такая великолепная книга. Вот она, чтобы было понятно. Она состоит тоже, мы ее приобрели, 255 страниц. Нохчи Истанг Элла. Перевод с турецкого на русский язык. Перевод с турецкого Салтаева Акчубук БН. Автор проекта научный руководитель Мунаев ИБ. Так, в 2021 году формат 1000 экземпляров его. 1000 экземпляров его. И здесь так, Эрол Йылдыр, чеченский истанг, традиционное войлочное ремесло чеченского народа. Автор, доктор исторических наук, профессор Стамбульского университета Эрол Йылдыр благодарит всех, оказавших помощь в издании этой книги. Автор проекта, научный редактор Мунаев, кандидат филологических наук, фольклорист. 2 человека, имеющие научную степень, написали. Благодаря созданию вот это, цель поездки была и так далее. Истанги. Ну, сейчас я хочу показать. Так. Ну, смотрите. Предусловие я зачитаю. Баслам все, почему чеченцы, которые теряли свои родовые мохки, уходили в натеричное Ароно, Мелордо и так далее. Мелордо никуда не уходили. Ароной, да. Первые полевые исследования и изыскания со сбором материалов в отношении традиционного войлочного ремесла чеченцев, проживающих в Турции, были начаты нами в 1987 году, то есть он идет с 1987 года. Начал свою работу. Селение Чардак, большую часть населения которого составляют представители этого народа. В результате обследования местности, продолжающего несколько месяцев, небольшими перерывами, нам удалось собрать почти все образцы войлочного прикладного искусства в самом Чардаке, а также в других поселениях кавказского происхождения в окрестностях Гексуна. Некоторые вместе с заметками для наблюдения были сведены в каталог. В 1988 году исследования, начатые в местности Гексен, распространились и на территорию других кавказских поселений в Турции. В частности, работы в поиске аналогичных экземпляров войлочных изделий были проведены в районе Узун-Эйла,
провинции Кейсари. Почти в каждой местности наших изысканий нам говорили, что войлочное ремесло было перенесено во многие уголки Турции в результате действия таких факторов, как расселение семей, чей состав увеличился со времен смены места проживания из-за работы или женитьбы. Это обстоятельство наглядно продемонстрировало, что такое созревшее наше исследование путем поиска и обнаружения новых образцов издания. Так, во время исследования поездок в Северный Кавказ, период, проходящийся на распад Советского Союза, в начале движения за независимость в 91-92 годах, мы не только обнаружили некоторые образцы из числа изготовленных в Чечне, но и имели возможность встретиться с учеными, работающими по этой теме, изучить их публикации. В ходе поездки, исключая в том числе и беседы о войлочных изделиях, производимых в Анатолии. Мы установили, что войлочное ремесло занимает место среди общих всех народностей Кавказа, народно-прикладных видов творчества. К примеру, та разновидность народного ремесла, которая распространена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, присутствует в Турции и в очень малом количестве в небольшом числе селений. Ну и так далее и тому подобное. В любом случае, вот на этой книге вы найдете про истонги все. Да, конечно же, вот эти истонги, которые вы сегодня видите, украденные у одной аферистки на ее блоге, вот такие, да? Смотрите. Так, здесь где? Смотрите. Мгм. В основном истонги делались у нас, видно, да? То есть эти все экземпляры, которые Элдарым нашел, то есть он с 1987 года занимался этим. Это все орнаменты нашего чеченского истонга, войлочного ковра. То есть там очень много таких, очень хорошая книга, и причем очень патриотичная. Особенно мне нравится, вот в середине видно, да, Нахчи и Нохчи, как с древнего чеченского языка. Так что есть вот такая великолепная книга. Я жду ваших вопросов, задавайте вопросы, и мы ответим на них. Что касается Белорда, Аравной, как переселились, что переселились. Переселения как таковой не было. Переселения в основном были то, что происходило в царской России, более раннем, позднем периоде, в раннем периоде. Для усмирения многие переселились в так называемые мирные чеченцы. Это Элиурт, Ломазюрт, вот туда переселили их с гор, чтобы как-то сбить ичкеринские настрой ичкеринцев. В основе своей Теркися поселились, это получается правая сторона, да, правая сторона берега Терек, это в основе своей навчмахкоевцы, в основе своей почти все. Элиурт, Ломазюрт, это Зантхуай, Чермуай, ну вот с этой области Бенуай, Иштбу, Шавош. Уже Чургюрт Качан, там есть Аргнуай, Эшбатуай, ну и так далее, там дальше уже Кей, Ченти, Шерди, ну и так далее и тому подобное. Так, как говорится. Я где-то слышал, что типа в этой книге, да, само собой, Энгло, как я забыл. Энгло большое количество, огромное количество Энгло. Абсолютно правильно, да. Верно подметил, Энгло очень много. В этой книге только чеченские истонги. А вот эту книгу сказали, что вместе издадим, и наши норнийцы соседние украли оттуда фотографии, разместили и сказали, что это якобы их. Как-то так. По крайней мере, мне так объяснили. В Телеграме все молчат. Везрешу, ну аллай, дис слышу. Сама Оля, сама дис слышу. Что-то сегодня с Телеграма у нас, что в основном слушают только. Обычно активные были, говорили, рассказывали, что думаете, что говорить, что рассказывать.
Так, Башлам, Анди и Тейп, которые в Чечне, их можно считать чеченцами. Анди и Тейп, которые в Чечне, которые сдали ДНК, и так знают, к кому они относятся, поверь мне. Конечно, можно относить к Чечне, чеченцам, андийцам. Анди – это один из таких тейпов, который является и народом отдельным, и чеченцами, потому что они в свое время очень сильно содействовали и помогали чеченцам, которые во время чумы в Иране переселялись с Шатойского района. По крайней мере, есть такие книги, в которых это все написано об этих преданиях. Вот. Так, смотрим. А, нет. Так, уж бягца Белас собор делаешь. Я в эфире. О, я в эфире. Адата я Захар. Прислали документ, в котором кисты ингушевские, кумыцкие и чеченцы. Что? Что это дает? Это ближние кисты, так называемые наши вяппи, которых начали причислять к ингушам. 1300 человек. Что можно сказать об этом? Нет у нас такого тейпа. Шатилай. Насколько я знаю, такого тейпа нет. Так, что подробности операции, фамилия, имя, отчество. Это... А, ага. И наш... А, да, БЛ, то, что ты отправил, до меня дошло. БЛ, ДРС, Хилда, Духахва. Я же зачитал, сказал, все, 100%. 50 эсминцев и 20 крейсеров. И Саид Н задонатил. Саид, дал Духахва, дал Мокшмен Шлилвер. Саид задонатил. Огромная благодарность. Булдисник Эзешка удовлетворил. Вот сейчас более или менее уже 5 человек или 6 человек задонатили. Но уже понемножку по сусекам, как говорится, на очередную книгу соберем. 50 эсминцев, 20 крейсеров были ли у ингушей равнинные земли 200 лет назад? Я не знаю, где выходы вы взяли на 50 эсминцев и 20 крейсеров. Были ли у ингушей равнинные земли 200 лет назад? 200 лет тому назад равнинные земли были. Потому что в 1810 году они подписали с Россией договор, и Назрань уже это предгорье, это равнинные земли. Ассаламу алейкум, ваша икра так Алла упустила я, почему переселились? Ваша, вкратце, Алла упустил я, почему переселились в Теркисти. Я так слышал, что напротив каждого поселения терских языков строили чеченские села Теркисти. Не-не-не, нет. О том, что там были чеченцы и до казаков, это они заселялись, эти земли. И с правой стороны, и с левой стороны. Но массовое переселение Теркисти произошло, они начали потихоньку во время, когда уже экспансия продолжалась, они начали переселять, насильственно переселять с гор на плоскостные территории. Так что вот так. А то, что касается напротив терских, строили чеченские селения, это тоже было. Но это не было как бы с точки зрения стратегии там отвечать им. Башлам, опубликуй документы транспортного лесного министерства территории, которые сейчас мы спорим, где наши объяснили, что это территория Чеченской республики. Адмиссиев. Опубликовать-то их имеешь в виду? Ну, их опубликовать не проблема, они у меня есть. Не только они есть, и карты есть. Сейчас, минутку. У меня много чего есть. Так, ё. Ай, давай, ладно. Давай, вот.
Давайте с вами сейчас. Посмотрите, вы же любите. Чтобы было понятно. Карта, схема Асиновского лесничества Чеченской Республики. Видно? У нас есть не то, чтобы как бы карты дорожные. Вот, лесничество. Здесь четко видно, где протекает река Фортанга. Вот она. Вот видите, река Фортанга. Здесь Ачхой-Мартан. Вот река Фортанга. И вот она. Вот, смотрите. Они все входят в состав непосредственно эксплуатации Урус-Мартановского лесничества, Ачхой-Мартановское лесничество. Вот они, Губин. Такого документа вы не увидите у наших норнийцев. Ладно, смотрим дальше. Карта, схема лесов, лесничества Ингушетии. Что самое интересное, вы видели кусок, который принадлежит нам. А теперь посмотрите. Видно ли вам? Все видно. Вот это место пригородного района. Вот, белое. То, что не принадлежит им. А вот это, видите белое? Вот она. Вот земля, которую в 2009 году украли. Который Руслан пытается сказать, что вот, чтобы было видно, четко написано Ачхой-Мартановские лесные угодья. Смотрите. Вот это место. Видно? Вот карта Ингушетии. Вот это белые места, это все, что принадлежит вот эти. Вот Чечня, Чечня, Чечня. Все, видите? Вот это Чечня все. А вот Ингушетия. Вот она, Ингушетия. Вот она. Видно. Видно, да? Вот Ингушетия. Это карта-схема лесного угодья, чтобы было понятно. Какой год, посмотрите. Не видно? 2006 год. Это карта-схема 2006 года. Это карта Чеченской Республики, то же самое, 2000 агентство лесного хозяйства, Министерство лесного хозяйства Чеченской Республики, Асиновское лесничество Чеченской Республики, да, отделение лесов по целевому назначению, категориям защиты лесов, обозначение. Карта 2008, нет, 2009 года. Эти земли находятся у чеченцев. Вот две карты. Вот ингушская, а вот земли, где указано, что чеченское лесничество. Скажите мне, кто больше из нас врет? Вот, в 2006 году этого куска нету. Там написано Ачхой-Мартановское лесничество. Вот. Вот, видите, написано Ачхой-Мартановское лесничество. Видно? Видно это все? Это полоски, это чтобы было понятно. Если бы это место или это лесное хозяйство принадлежало бы в данной ситуации ингушам, на этой карте четко было бы видно, и оно было, там же лес. Это не пустое место. То есть вот здесь указаны вот эти, видите, наделы. То есть указано, что здесь лес и так далее. Здесь описание всего этого есть. Какие деревья и все остальное. Вот. Указания у них есть. Касаемо непосредственно Ингушетии. А вот здесь нету ничего. Почему? Потому что она не принадлежит еще в 2006 году, она принадлежит чеченцам. Здесь четко указано Чеченская Республика. Вот, смотрите. Здесь указано Чеченская Республика. Чеченская Республика. Здесь указано сверху. Вот этот кусок, который ингуши говорят, что забрали. Вот видите, вот она. Написано Чеченская Республика. Вот она тоже написано. Здесь зеркальное отражение. Но карту, вы, думаю, узнаете. Вот пригородный район, которого нету, не заштрихованный. А вот
Чечня. Это карта 2006 года. Вот. Чтобы было видно. То, что, да? Вот. Чтобы было понятно. Та же самая карта. Это бумажная версия распечатанная. Так называемая Бейбулата Богатырева карта. Видите, здесь заштриховано все о спорности территории. А здесь нет. Это Чечня. И здесь четко указано Ялхой, Ахмерджи и так далее и тому подобное. Все, они входят в состав Чечни. Вот. Эта карта есть свободная в интернете. Вот карта. Вот она, наша карта. Вот этот кусочек земли. Вот этот кусочек земли. Видите? Это Серноводский район. Скоро будет, иншаллах, Галанчожским, надеюсь. Видно? Вот он. Вот этот кусочек. И он всегда был, есть и остается неотъемлемой частью чеченского народа. Вот Чеченская республика. Это по кадастровая карта Чечни. Ольга, должен да архивный документ. Должен да. Это что? Пожалуйста, потом опубликуй их на своем ТГК-канале. Конечно, никаких проблем нет. Опубликую. У нас есть и не такие документы, поверьте мне. Видно, да? Это у нас спор, чтобы было понятно, спор, который был, вот они, спорные территории. Вот они, спорные. Сюда входили Сунжинский район, это Карабулак, Орджоникидзевский, Сунжинский район, все, то есть это старая карта до того, как говорится, мы граница существования до 1934 года. Хочет вернуться в Чечню, ну и так далее и тому подобное. Вот такие вот великолепные документы и карты у нас имеются. Карта составлена им в 1974 году, а опубликована в 1990 году. Карта, составленная им в 1974 году, опубликована в 90. Не понял, почему ты 3 раза написал одно и то же. Whiter Scan. Что ты имеешь в виду? То, что я показываю 1974? Ну, в любом случае, я вам показываю документы, подтверждающие. И плюс к ним у нас есть полный пакет документов. То, что эти дороги обслуживались Чечен-Автодором. Всегда. И все остальное. Вот. Как говорится, было бы желание. Карта. Так, не говори гоп, пока не перепрыгнут. Вана дейла, болтун ты. Гоп. Гоп, моп. Ты про гоп говорить должен был не нам. У тебя, поверь мне, есть проблемы больше, чем мы. Я даже с одной стороны думаю, что этот комок, знаете кто? Я думаю, что это Бузуртанов Руслан. Комок. Может, ты и есть Бузуртанов Руслан? М? А ну, колись. Не ты ли это Бузуртанов Руслан? Как раз он такие вещи рассказывает. Так. Да-да-да-да-да. Номер такой-то. Чечня. Да что-то не то я взял. О чем здесь вообще речь? У меня столько... Хотел вам показать что-то. И я написал. Так, это нас публикует Башлам Фартанга, берет начало Чечни, из несколько речек, Гая, Мерджи и других течет, потом принятие себе притока Надхой и так далее. Урус-Мартан это моя работа. Чечню от лезгинских обществ Гумбет, Андич, Эбели, Чамалал, Анкратали, земля Хевсуров. На западе Ингушетия, Цори, Галгай, Галаш и Карабулак. Это почему-то моя работа, опубликована она
чеченских государств, чеченское правовое наследие, история чеченских государств. Называется. Кто ее мне прислал? Не помню. Но в любом случае у нас уже публикуют. И очень серьезных, как говорится, публикациях. Московская какая-то газета, что ли, публиковала. Хотел вам показать. Ага. Вот она, красавица. Ага. Вроде она. Ну вот, карта. Это у нас карта обитающих между морями Черных и Каспийских. Подготовлена Россия. Вот эта карта. Очень интересная карта. Здесь она описана. Я его зачитывал. Чеченцы. Кто относится к чеченцам? Здесь в этой карте указана вот эта территория, да, смотрите, чтобы было видно. Вот, вот она. Здесь цифры, видите, публикованы циферки, вот здесь указано. На этих цифрах есть общее народонаселение. Вот сбоку оно публикуется, общее народонаселение. И здесь, так, после черкесы или адыги, абадза, нагайцы, кабарда идут чеченцы. И кто же относится к чеченцам, здесь написано? Здесь количество есть еще. Вот что самое интересное. Собственно, чеченцы 86 тысяч человек. Качкалыковцы, ауховцы 14 тысяч человек. Ичкиринцы 15 тысяч человек. Чеберлоевцы 7 тысяч человек. Кистинцы 27 тысяч человек. Шубуты, Сатоевцы 5 тысяч человек. Галгаевцы 4 тысячи человек. Очень интересно. Очень-очень интересно. Карта за 1833 год. Дальше читаем. Акинцы 6 тысяч человек. Соринцы 1200 человек. Не, прошу прощения. Нет. Непосредственно Галгай. Почему-то 2 раза написано. Или я неправильно читаю. Есть галгайцы, есть Галгай. Галгай 4800. 4000 и 4800. Галашевцы 2000 человек. Назрановцы 11 тысяч человек. Орской Карабулахи 15 тысяч человек. Вот что самое интересное, на 1833 год, а это карта 1833 года, первой половине 19 века, если взять галгайцы, вот, и вместе с ними, если взять Галгай и Назранусу вместе взятые, они всего 15 тысяч. А Карабулаков, они тоже столько же, сколько и Орстхой. У Орстхой на тот период было больше. Почему? Потому что здесь отдельно идут галгаевцы 4 тысячи, и отдельно идут назрановцы 11 тысяч. И Орстхой и Карабулаки идут 15 тысяч. Вот. Итого 218 или 210, 218 тысяч человек. Это чеченцы. Это все, кто относится под чеченцев. Смотрите, что самое интересное. Известные под ингушами в скобках выделены и записаны галашевцы, назрановцы и карабулаки. Вот. Отдельности. Известные под названием, да. А Галгай не входит в этот состав. Вот так. Интересненько. Дальше.
Примечание. Ахалынский пашалык объезден губернатором и так далее, и так далее. Но не суть, не важно. И в этой территории здесь указаны номерками. Вот это карта, да. 1833. Эта карта называется «Народов, обитающих между морями, Черными, Каспийскими на пространстве подвластной России» в 1833 году. Еще до создания Ингушского округа. Потом, что у нас есть еще? Потом смотрим. Карта расселения. Вот эта карта. У меня спрашивали про карту, чтобы я опубликовал и показал. Вот эта карта. Это географическое и этнотерриториальное демографическое положение в чеченцев в 19 веке. Вот эта карта. Вот эта карта. Но к этой карте прилагается. Вот они. Карта расселения нахчийских обществ 19-20 веков. Вот они. И здесь перечисляются какие тейпы. Это составитель Сулейманов, дополнение Яуза Ахмадова и Хасмагомадова. Политические границы и расположение обществ указано приблизительно. Мягк, Терлой, Дишни, Чухой, Мулкой, Майстой, Хилдихарой, Хачарой, Ченти, Зумсой, Чинхой, Гученг, Кел, Нихал, Шют, там же Тумсой, Вашендрой, Хаккой, Варандой, Келой, Мершлой, Сеттой, Гаттой, Пантой, Сербала, Сандха, Сандхой, Кеселой, Шикара, Шарой, Жоголдой, Цеси, Дай, Хуланда, Хакмада, Хима, Кири, Бути, Чайра, Нохчкилой, Нижлой, Чеберла, Жайрхой, Веппи, Какалой, Галгай, Цорой, Цечой, Жвай, Ялхар, Аккай, Галай, Нашхой, Пешхой, Эльстаншхой, Чермой, Харачо имеется в виду и гора, и земля. Имеется в виду, чтобы вам понятно, тейп и это. Эрсна, Эшбатой, Гуна, Гунай, Белгатой, Курчела, Цуантара, Тезенкал, Шильдимак, Гордалой, Айткалой, Шуной, Энкал, Ялхой, Аларой, Энген, Сесин, Бен, Гяндергна, Билтой, Зандхой, Аухой, Ангуштхой, Несерхой, Галашевцы, Галай, алязни, то есть Галашки основаны, Галай, Орстваш основатель, скажете, Орштхойовцы, Караблаки, Псидхой, чеченцы, Теркой, Брагуны, Боровной, Качкалык, Гачалхой, Мичикизовцы, Герменчук, Шали, Алды, Буланюр, Чечен, Аул, Чеченхой, Старый, Атаги, Атвай, Гихой, Баца, Тушинцы, Бацвай. Вот такая вот карта. Она вместе с этой картой, вот они. То есть здесь указаны четко места, чтобы было понятно, где их горы, где их села, место обозначения. А вот какие-то вот эти два документа идут вместе. Так. Ну, это карта, чтобы было понятно, да? Это место расселения чеченцев с их историческими землями, когда-то которые были. Вот это у нас уже Булат Абритарев публиковал. Видите, вот эта территория? Это Чечня. Это карта 90-х годов. Еще когда в 2009 году не украли землю. Тоже распечатка. Вот эта карта. Вот эта карта. Видно? Вот эта карта, на которой четко указано
Это 1833 год, которым я указывал. Это уже мини-версия ее, который указывал, что она является, ну, точнее, ингуши являются еще частью чеченцев. Ну, вот еще одна карта, чтобы было понятно. Вот эта красная, это то, что было у ингушей. 1920 до объединения с чеченцами. Вот это красное и вот этот пригородный район, вот этот кусок, это была Ингушетия. Но пригородный еще был в составе. А вот эта земля, и вот эту, которую чеченцы подарили в 2018 году, в Братском межу заголовчили, 77 тысяч гектаров, отдали ингушам. Вот эта земля в 2009, которая была украдена, вернул Юнусбек Ювкуров. Вот. Мгм. Так, у нас есть карта. Кстати, Чечено-Ингушская АССР. Ее мы использовали. Это старая карта. Вот она. Видно, да? Ну, здесь что интересно в этой карте, здесь, где черные горы, это места, в которых расселялись в основном черные горы, где расселялись орстхоевцы. Защита наша, да? Плацдарм защиты от нашей исторической родины, это горная часть, ой, точнее, вот она, Бяхтумилуш. Это северная часть, вот снизу видно, это высокогорье. Это там, где скрывались последние наши обители, это область Урцукети. Вот она в основном, вот она. Видно, да? А вот гряда Черных гор. Это где размещались все орстхоевцы, как и рассказывал я, и Руслан Арсанукаев. Видно, да? Здесь написано Черные горы. Вот они, желтые, отмечены Черные горы. Они являлись плацдармом для защиты более нашего глубокого тыла, нашей Родины. Так вот. Но эту карту вам уже смысл показывать нету. Это карта распределения осадков у нас есть, природные зоны. Тоже у нас есть карта. Вот, как говорится, мы же все покупаем. У нас есть вот такая карта. Вы не поверите, но здесь указываются, какие животные и где они есть в основном. И чтобы было понятно, на территории, так, волки, в Ингушетии есть волки, нынешняя территория, да, там есть волки, там есть зайцы, лисы, там есть, так, что за птица, сейчас подождите, на этой карте. Дятел, особенно много в Назране, в этой области. Дятлы есть это у нас, что за птица? Лисы есть, зайцы, это у нас, это же птица. Тетерев, да, тетерев есть в Ингушетии. Остальное все у нас. Так, подождите, это что у нас? Сейчас. Медведи есть в Ингушетии. Раз, два, три. 4 бурундука, заяц 5, лиса 6 и дятлы. Остальные все животные на территории Чечни. Вот она. Карта ЧССР, где какие животные обитают. Вот описание их. Вот такая карта есть. То есть карты, документы. Это карта распределения осадков. Я уже зачитывал. Природные зоны я уже зачитывал. Это так, это так. Ага. Зоологическая карта была. Простите, прошу прощения у вас. Зоологическая карта это была. Вот, вы говорите. Все покупаем, все приобретаем. Так, вот видно, да?
розовая до объединения с Чечней. Ну, здесь еще пригородный район можно добавить. Просто сейчас его нету, кадастровая карта не показывает. 77 тысяч гектаров. 9 тысяч гектаров, которые вернули. Это оставили, это спорные со времен Дудаева. А вот это то, что они украли в 2009 и вернули в 2018. Ну и, конечно же, атласы истории средних веков, атлас истории и так далее. Ну, такие вот документы. Наличие. Каждая папка, все. Чай, üç уаюльш, üyeşarı больше. Так. Так что вот так вот как-то. Насчет дятлов сомнений нет, Бахбай. Но здесь документов, конечно, у меня очень много. Вот. Кому-то нравится, кому-то нет. Что такое? Шейхат-то что, ага. Молчат. Самый язын стоять, наверное, он за донат. Саваш, если бы пришло, я бы зачитывал. Я всегда я моя это, если на YouTube отправляет. Ибраим скрин мне присылает, если мне приходит, я сразу его зачитываю сообщение. Поверь мне наоборот самому выгодно, и точнее не выгодно, а мой даряча. Юахкам Боксон, когда я вижу, что больше людей поддерживают наш канал, хотят, чтобы там приобретали все новые и новые важные материалы, и то, что меня поддерживает мой народ, это для меня на самом деле является больше суммы я не называю. Дальше я чтобы кто бы не сдонатил, я сразу зачитываю. А так у нас 5 человек задонатили в Инстаграм и 1 человек в Ютубе задонатил. Ишталдукшун. Хатта жду есть в Телеграме. Шута, ну Телеграм что больше? Матам ширумду. Так, пелаш, мы шута. Есть вопросы, что-нибудь, венгерский король Белла III это чеченец? Нет. Венгерский король Белла III не чеченец. Здорово, как раз вот и изудиштик. Так, что вот так вот. Я беру, зачитываю какой-то материал, вы сразу начинаете, уходите. А вот когда я вас жду, так, вот. Ассаламу алейкум, братьям лезгинский народ знает и понимает, что аух это земля ногчи. Истина на вашей стороне, истина всегда побеждает с помощью Всевышнего Аллаха. Братья лезгины, огромная благодарность за поддержку. Без сомнения, ауховская земля принадлежит ауховцам, а все остальные сказки, выдумки, которые пытаются эти люди нести, это, конечно же, и перед Всевышним они. Ну, ждем сейчас шариатского решения, будет скоро суд, после месяца, как закончится. Зульхадж месяц, как закончится, мы будем уже говорить, надеюсь, о хороших новостях. Ассаламу алейкум, братья, ночи. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Да, сам. Иса освободила. Сейчас я зачитаю от лезгина то, что пришло. Ассаламу алейкум, ассалам, братья Нохчи. Очень рад видеть и слышать вас. Интересуюсь вашей историей. Благодарный брат. Я лезгин, лекой. У нас много общего в истории. Мой дед мне все рассказывал. С уважением, мои братья. Алейкум ассалам, баракаллах. Я добавлю по поводу лезгинов. Мне рассказывали, что после того, как нас выслали в наши дома, и лезгин тоже пытались заселить.
Они отказались, их репрессировали, их сажали в тюрьмы, преследовали, но их старшины, джамаат, категорически не поддался этому и не занял, в отличие от других. То есть вот это вот, они об этом рассказывали, что были попытки именно лезгин тоже туда заселить, на нашей территории, но они, под угрозы даже не согласились. В общем, такая ситуация. Это показывает. Разговоры. И братство показывают, и показывают как раз таки, хотя нас некоторые упрекают, там, начинают говорить, мы же с вами воевали, а они не воевали больше. Да уж лучше бы не воевали, чем такое сделали, что сейчас сделали. Лезгины, братья, тоже, я насколько знаю, в Кавказской войне участвовали и были хорошими найбами имама Шамиля, соратниками имама Шамиля. Но однако... До имама Шамиля в Гермичуге сколько сгорело-то лезгин пришли? Да. Сколько погибло в один день? Их 1000 человек пришло. Они не за свои семьи, не за свои дома. И не за свою родину, да? Да, не за свою родину. И мы это хорошо знаем. Так что пусть те, кто об этом говорит, помолчат. Мы это хорошо знаем, кто есть кто. Да, без сомнения. Зилой J2, как они попали в Анды Муахк? Зилой, откуда вы сами появились? Зилой ла меча бажат, ахордун, как они появились Андой? Как и когда ингуши приняли ислам? Вопрос. Общеизвестный факт. Это вторая половина 19 века. Если массово говорить, это вторая половина 19 века. Непосредственно чеченскими богословами, устазами. Мирно, добровольно понемногу приняли ислам. Вот. Коротко сказать, если так. Вторая половина 19 века. Ответ на этот вопрос. Я смотрю, ДРС Хелайса. То сегодня в Телеграме в основном подключи Телеграм, подключил. И все молчат. И я молчу, Бягдохза. Башлам, я не знаю, где находится Зилой Лам, где именно. Там, где он находится, оттуда, куда перебраться, уже, наверное, будет. Зилой Сюргалцеваля, Шашамабу, Андуашюхай Бош. Башлам, у меня следующий вопрос. Посоветуй, с чего начать изучать нашу историю? Может, труды посоветуешь, с каких начать? Я всегда говорю, начинайте с Хасана Бакаева. Книга «Чеченские этнонимы, этногенез и происхождение». Вот там вы найдете уже более подлинную, изначально раннюю историю нашего народа. Оттуда Айнет. Вот в этой книге нужно непосредственно начать с нее. Вот. Дальше уже, как говорится, будет видно. Начать с нее более тяжелое, пока у меня нету, я показать не могу, похвастаться не могу, но я надеюсь, что скоро у меня будет книга Ильяса Сигаури, которая новая, двухтомник 2016 года. К сожалению, ею похвастаться я не могу, поскольку это очень и редкая, и очень дорогая книга. Но хочу показать еще одну книгу, которую мы приобрели благодаря нашим и подписчикам, и хорошим друзьям, и братьям. Очень хорошая книга, великолепная книга, это новое издание. Это, как она дойдет до наших норнийцев, там будет тоже инфаркт миокарда. Это вот такая вот книга, состоящая сплошь из документов. Называется эта книга «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века в трудах современников». Я сейчас добираюсь до дома. Цхахумдар Хаходеш. Пишет Вохстег. Ладно. В этой книге, опять же, что в этой книге?
Это очень важно, очень интересная книга. Она есть в продаже в чеченской. Опять же, я не рекламирую книги, чтобы вы понимали. Я не занимаюсь бизнесом, у меня нет книжного бизнеса, у меня нет книжного магазина. Я вам рекомендую книги, которые вы можете использовать в любых дебатах, любого, как говорится, норнийца наказать, жестко наказать, который вам будет рассказывать всякие свои сказки и писульки. Так вот, это рецензент и доктор исторических наук Иоран Анчибадзе, доктор исторических наук Академии наук Чеченской Республики, Умаров. Так, горные чеченцы, культурно-экономические исследования чеченцы, районы Нагорной полосы Терской области, таблица иллюстраций до 9 листах, проведенные там Иваненко к тексту исследования, Шанаев, западная часть горной полосы Малой Чечни, Грозненского округа, Тер Артюнянс, ингушское племя, документальные материалы, и уже там уже перечисление идет каких материалов, о каких материалах идет речь. Так что в этой книге очень-очень много. Таблицу хотел вам показать здесь. Да, здесь есть документы, таблицы, карты здесь нету. Нахчикилоевцы, Ляшкарой. Здесь все документы. Здесь есть Борсхуай, Тенхуай. Это. Ой, здесь огромное количество. Да, почти. Угу. Автор. Это ведомость, составлена мной во время разработки материала при исследовании данного района по съемкам чинам Терской области чертежей 1905 год. И здесь идет полное перечисление всех. Валлах мумя тарсун. Нарнийцы язин думя тарсун. Карандийцы, Чишки, Малые Воранды, Цугуной, Хакоевцы, Нагород Пхамтуэлам, Памятоевцы, Селение. Очень, интересная книга, тоже рекомендую. Особенно для противостояния нарнийцам, это как чеснок для вампиров, да? Такая вот книга, тоже ее приобрели. Да, кстати, не сказал. Количество экземпляр, да? Ахмадов, Тишков, Анчибадзе, Умаров. Это Зия Бажаев. Зия Бажаев поддержал. 2025 год. Главный редактор Тишков. Количество. Библиотека Болбинова Ацарих. 477 страниц. Почему я не вижу количество? Здесь очень интересная графика, таблицы, башенные комплексы, вот эти все, да? Видно? Главной части. Все это есть в этой книге. Мгм. 300 экземпляров. Ух ты ж. Это очень редкая книга. Ну да, цветные тоже есть карты. Видно, чтобы было. В горной части. Цветные карты тоже есть. И очень-очень они интересны тем, что на них маленькими буквами. Обязательно, я думаю, нужно для использования этой карты, нужно здесь горные селения. Для использования этой карты нужно пользоваться лупой, чтобы было понятно, да? Но под лупой можно посмотреть обязательно. Увидите? Здесь очень интересная горная часть. Что самое важное в этой карте?
обычно многие карты, которые публикуются в таких книгах, названия бывают очень размытыми. Ее же можно посмотреть под увеличительным стеклом. Есть очень интересный фрагмент карты властей Старшинстерской области, 1890 год. Здесь Хасавюрт входит в состав Чечни. Очень интересная такая карта. Вот она. Она очень интересная. Смотрите. Кстати, я ее вижу тоже впереди. Вот здесь написано Дагестанская республика. Нет. Дагестанская губерния. Губерния Дагестанская она называется, или Дагестанская. Дагестанская написано, ну, губерния, наверное. И да, Хасавюрт входит в состав Чечни. Или нет? Или часть Чечни? Нет. Хасавюрт входит в Чечню. Не в Дагестан. И Кизляр не входит в Дагестан на этой карте. Очень интересная карта. Посмотрите просто. Посмотрите плотность заселения. Посмотрите. Книга очень интересная, очень редкая. Всего 300 экземпляров. На народ Измия, сказал бы нординец Руслан Бузуртан. Книга называется «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века. В трудах современников. Наука, 1727 год. Кавказ». Книга вообще включает в себе собрание самых знаменательных работ российских исследователей начала 20 века, но при перечислении вы уже поняли, да? И в системе земледелия, землепользования, хозяйственной и повседневной жизни чеченского крестьянства горной зоны, именно горной зоны, прошу не путать. Труды, написанные императорскими чиновниками, удивляют большим пониманием, сочувствием по положению жителей многочисленных горных аулов, обществ Чечни. Она содержит огромный, ценнейший материал, отражающий всю палитру нелегкой жизни горцев того времени, что представляет не только научный, но и читательский интерес. Отдельным разделом приведем документальные архивные материалы, дополнение, основной посыл издания. Книга снабжена примечаниями, большим иллюстративным материалом, картами, представляющие самостоятельный интерес. Вот очень интересная книга. Реально рекомендую. Это вот бомбическая книга. Забыл ее вам показать. Ну, вот сейчас по 477 страниц. И написано 2 профессора, как минимум. Анчибадзе и у нас Яуз Ахмадов. За что Яузу Ахмадову огромная благодарность. Яуз Ахмадов начал входить, как говорится, в 5 историков, которые начали, так сказать, занимать позицию нашей истории. Вот, так я скажу. Вот так вот. Херпяс и Резхальмеття Соч. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Модушу. Модешу баш. Болбаш. Зарплат хаители. Модера. Зарплат, нету зарплаты. Я все вот не могу никак. Местоположение, я это Лерас Хасаевич, никак. Да, самого же ахет башлам, асхамет коз хаятсыз. Да? Ну, блин, хотя бы ахму, не, что хакайхач. Да и уж вехштаг башлам. Хинсан сам хазит воларсан, хэс хаджр варса, талан бабнас вот. Так. Я хочу сказать, что присвоение это ваша басня насчет... Хазяин, хэшуян. Да, я слышу. Давай так сначала. Я хочу сказать, что присвоение это ваша басня насчет присвоения в 2009 году, как вы басню рассказывали, забывая о том, что в 2008 году вы сами провели межевание, забывая о том, что после 2008 года, после того, когда вы провели межевание,
как я сказал, много лет, вплоть до 2018 года, вы издавали сами карты, в которых эти земли были на ингушской стороне. Вот это. При этом, говоря не с вами, не с кадыровцами, а говоря с очевидцами, я высказался в свое время, сказал, что с точки зрения исторических вот этих параллелей, если проводить, совокупность доводов конкретно по этим землям у чкирийцев, не у кадыровцев, не у вас, сильнее, чем в нашей стране. За что я был предан анафеме определенным количеством ингушей. За то, что я это сказал. Но даже говоря это, я стою на том, что эти земли должны быть у нас. Почему? Потому что так было справедливо. Когда мы нас выселяли, и мы вернулись в высылки, ингуши пришли с оторванным сердцем своим в лице пригородного района. А вы вернулись с колоссальными приобретениями. Около 4000, если не больше, 5000 квадратных километров вы приобрели. А мы потеряли. Исходя вот из этого, несмотря на то, что я считаю, что если рассматривать исторический контекст, несмотря на то, что я считаю, что у чеченцев больше аргументов в отношении этих земель, тем не менее, настаиваю на том, что они должны были бы остаться у нас. Кадыровская сторона захватили Хай, который никогда не принадлежал чеченцам. И, конечно же, есть еще момент, что в 19 веке эти земли были у нас в том числе. Да, 4 года, да, были. Да, недолгий В 19 веке он еще забыл указать, что ингушей создали вообще в 19 веке. Невозможно, ни вам, ни нам. Короче, Вот моя позиция. вот его позиция. Я отвечу, хорошо, давай я отвечу на твои вопросы. Я так понял, это вопросы ко мне. Да. Я отвечу на эти вопросы. Конечно, я до этого реально думал, что этот человек хоть маломальский образованный, но, по крайней мере, Задела, Куиршут, Пястюли, Суршгейт, Нацунцун, Цангайна, по крайней мере, Дарцун, богобоязненный, там, из братьев Риада, Салахина, освобождение Палестины и так далее, и тому подобное. И из все сказанное, ну да ладно, астафирулlah. Это, конечно, ирония, сарказм, но да ладно. Поясню, давай начнем с самого начала. Я показал карту-схему, где в 2008 году, еще до... Ты видел, нет, не знаю. Я вам показал карту, где это лесное хозяйство, лесничество относится к Ачхой-Мартановскому лесному хозяйству. Она находится полностью на территории Чечни. Точно так же у меня есть карты дорог, обслуживания этих дорог, советских, ЧССРовских времен, что она относится и обслуживается Чечен-Автодором. Именно Чеченской Республики. Эти документы тоже есть. Ну, этому норвежцу, который там, как его зовут? Как его? Руслан зовут, да? Тебе зайти... А? Русик, Русик. Русику рекомендую зайти в Консультант Плюс, там найти документы. Что касается межевания, не межевания. Русик забыл, что 2008 год это еще до отмены КТО. И многие горные части, об этом говорил председатель парламента и ныне председатель правительства Чеченской Республики, что многие моменты там, да, были упущены чиновниками. Но это не обозначает, что Русик и его братва пытаются взять эти земли и приписать. Они могли сказать: братья, ногчи, эта земля всегда у вас была. Позвонить недалеко, свистнуть. Там река Фортанга, там перепрыгнуть можно даже без лошадей. Никаких проблем нету. Братья, вы забыли? Или специально вы нам оставили ее халяльно? А может кто-то там пришел и засунул какому-нибудь местному чинуши в карман денежку? Я не знаю, всякое может быть. И сказать это. Нет, Русик, ты не послушал Евкурова Юнусбеков.
экс-президента Республики Ингушетии. Что он сказал? Я 2 раза переспрашивал, наша ли это земля, когда ваши воры, а Русику не нравится, что говорят воры, украли эту землю в 2009 году. Нет, Русик, чтобы ты понимал, документы отправили, которые есть в консультанте плюс, и отправлены, когда еще вице-премьером России был Владимир Владимирович Путин, ныне президент Российской Федерации. За 2008 год стоит там, в документах стоит номер. 2008-2009 год. То есть они отправлялись и в 2008 году. Но все одобрили, и все закончилось в 2009 году. КТО в Чечне закончилось только в 2009 году к концу, или в апреле месяце, если я не ошибаюсь. И людям даже не было такого понимания, что ингуши, что братья во время войны, пока у тебя идет война, контртеррористическая операция, там вылазки, там 3-е, 10-е, что кто-то может его стихаря присвоить, присобачить. Но потом, когда узнали, кстати, не 2018 год, об этом узнали раньше, 2012 год узнали об этом, и об этом сказали. Мы, общественность, ты в одном прав, Русик, ты прав в том, что мы, общественность, не были в этом заинтересованы, не интересовались этим. Но не потому, что кадыровцы, не кадыровцы, как раз то, что ты говоришь, время, которое ты говоришь, я работаю как раз таки директором Департамента социального регионального развития администрации президента и правительства Чеченской Республики. Я непосредственно был директором департамента, когда как раз таки от администрации президента, она в то время называлась, еще президента, не главы, не мягкда, который как последняя версия, а именно президента. Я занимался, как раз у нас было это ведомство, мы занимались законом о муниципалитетах. Это внутренний документ, а не внешние границы. Там внутренние, если где-то мы ошиблись, что-то, это наша внутренняя проблема. Но даже в этой ситуации, если мы ошиблись, если мы оставили специально, не специально, целенаправленно или нет, это не дает вам повода его красть, а потом в 2018, когда их возвращают, выходить и проводить такого рода мероприятия и такого рода митинг. В 2018 году люди проснулись, и мне не было до вас дела. Я уже после этого ушел с работы, с администрации, уволился, ушел на свободные хлеба, так сказать, и так далее, и тому подобное. Я поэтому рассказываю, Окса, к тебе, чтобы было понятно, и непосредственно я работал в то время по этим муниципалитетам. Да, и еще, Русик, ты врешь. Я поясню, почему ты врешь. В официальных документах того периода ты говоришь, что есть карты официальные. Предоставь нам их. Предоставь документы Росреестра, где эти чеченские, ты говоришь, чеченские власти указывают, что я не прошу вот эти писульки, которые там сзади повесили, картинки. Не, чувак, я не про это говорю. Русик, тебе нужно было знать. Посмотри, я же показал. Ингушское лесное хозяйство, чеченское лесническое хозяйство, обслуживание автомобильных дорог и все остальное. И в 2009-2008 году, как Путину отправили расширить за счет Сунжинского района, расширить Сунжинского и Джейраховского района. А проблема была в то время какая? Сунжинский район был и чеченский, и ингушский. Это были спорные земли. А вы воспользовались этим моментом. Почему, Русик, ты об этом не скажешь? Раз Русик отправил такое сообщение в Окстагу, я хочу ответить. Потом ты начинаешь рассказывать байки и начинаешь говорить, ичкеринцам я больше доверяю, чем кадыровцам. Стоп. Послушай, чувак, это не ичкеринская земля и не кадыровская земля. Это земля Нохчи народа. То, что ты сейчас пытаешься политически разделить единый народ, якобы ичкеринцы и якобы кадыровцы, это показывает, насколько гнилой ты человек и подлый ты уже зарождаешь и пытаешься заразить здесь вот это семя сепаратизма, разжечь внутри народа. Но чтобы тебе было понятно, эта земля ни Кадырова, ни Чимаева, ни Евкурова. Это земля Нохчи народа. Там земля ингушского народа.
Мехкда это Кадыров и остальные люди. То, что ты говоришь, это политическая система, этого строя, этой республики уже нет. И сейчас уже его, на замену к нему пришла и существует нынешняя. Но Чечня, Чеченская республика. И по закону и во времена Ичкерии, и во времена Кадырова Рамзана эта земля принадлежит чеченскому народу, не ингушскому. Это развенчание твоего второго фейка, как ты любишь там указывать, да? Где больше прав у них по документам. По документам, когда ты говоришь, сядь, или этому нашему брату Мухаммаду Окстагу отправь, скажи, вот так, держи, как я карту. Вот видите, вот эта карта, официальная карта, не рисунок, не картинка, не фуфлёжные свои картинки там и так далее, как вы любите говорить, это не соответствует Росреестру и стандарту. Покажи карту муниципалитетов, где по стандартам государства нарисовали чеченские власти, нарисовали карту и отдали этот кусок. Официальную карту. Я же показываю официальный документ тебе, покажи и ты. Что касается земель ичкерийцы или кадыровцы, я тебе сказал. Ни кадыровцы, ни ичкерийцы, это земля чеченская, чеченского народа. И принадлежит Орстхоевскому тухуму. Ногчи народу принадлежит, а там проживает Орстхоевский тухум. Часть чеченского народа. Это второе. Третье, что касается дальше моментов. Дальше ты сказал, что, если я не ошибаюсь, да, ну дальше вообще уже это бомби. Я просто еле сдержался, чтобы не засмеяться Мухаммада, чтобы как-то было не по кайфу. Когда ты рассказываешь о том, и твою ложь, чеченцы с ингушами, когда вернулись, ты говоришь, ингуши потеряли пригороды район, а чеченцы приобрели 5000. Ты история вообще, походу, вот так. Видел в этом ледниковый период этого ленивца, у которого глаза вот здесь по краям? Вот то же самое, походу, у тебя. Я не тебя оскорбляю, реально, ты извини. Когда были даны земли? По возвращению чеченцам уже Наурский и Шелковской часть Карагалинского района уже были даны, да? Русик. Он яхьет харе, бузуртановец, эхир я царха. Ты, походу, там... Нет. Его чуть-чуть заразился его болезнью. Еще раз, зайди, посмотри, когда дали землю чеченцам и ингушам, Чечено-Ингушская АСР это было. За счет чего дали, посмотри. Ну, если не можешь, хотя бы лекции мои послушай. Там все указано, я же рассказываю. Взамен каких горных районов даны эти земли. Что ни слова, ни одного пункта там нету, что взамен пригородного района или взамен Ауховского района не были даны эти земли. Эти земли были даны из-за Чеберлоевского, Шароевского, Галанчурского, Чеченского Галанчурского, части Итумкалинского района, который не разрешено. И плюс в Грозном подняли бунт, не разрешали селиться в Грозном, а людей надо было размещать. Исходя из этого, приняли закон, входящий в состав не Ингушской области, не Назрановской области, не Владикавказской области, а Грозненской области, которая была упразднена и восстановлена как Чечено-Ингушская автономная ССР, из бывшей Грозненской области выделить, вернуть, отдать чеченцам Наурский, часть Каргалиновского и Шелковского района. Вот как это было. И в то время чеченцы и ингуши были вместе. И это дали не отдельно, как ты говоришь, чеченцы пришли, у них уже земли 5000 пришло. Нет. И ингушам было сказано, селитесь сюда. Но они отказались. Прочитай Бимбулата Богатырева, он Сердало, четко описывает, что мы не согласны, и никогда никто не было никакой замены. Зачем ты врешь, Русик? Русик, не надо врать, это некрасиво. А самое интересное, ты говоришь, да, говорит, но по документам она принадлежит вам, но я считаю, что она должна быть нам. Извини, то, что у вас осетины забрали пригородный район, чеченцы должны что, взамен отдать свое, что ли?
Это что за такое мифическое, арифметическое, такое, я не знаю, сочетание, что ли? Великий математик, философ. Это что за такая алгебра у тебя? Я не могу никак понять. То есть где-то у вас забрали кусок, и взамен этого Чечня должна отдавать вам землю, что ли? Вот так у тебя получается? Да, Руслан, я смотрю, у тебя глубокие шариатские познания в этой области, исторические глубокие познания. И да, и дальше продолжает, я просто дальше развенчивать и рассказывать. Заметь, я не взял ни одной бумажки, ничего не зачитал. Чувак зашел, Мухаммад, включил и просит меня ответить. Я тебе отвечаю своими словами, опять же. Что касается хай, никогда не принадлежит. Это маленький кусочек, который ты говоришь, которым тебе, по идее, должно было быть стыдно. Взамен отдали город Карабулак, часть Малгобекского района, 7 селений. И если как-то получилось, что этот состав вошел, ничего не меняет это. Здесь больше ничего нету. Новости 06 Инк. Чуть-чуть подымись раньше этого эфира, потом посмотришь, кому позор поймешь. Человек зашел и задал мне вопрос. Включил запись, где конкретно обвиняют чеченцев. Başla. Ну ладно, я не буду. Başla. Tehdit asjad riskas kuulama. Pozor, mitte hoču jälli säägalgai joon, kisteiti joon, galgai joon, inkjert joon, shortabik joon. Zeg alle elit, akko хайвалад, ак дүйсу дуэйс. Вот. И что касается, она несколько раз была в Ингушетии. Она не была несколько раз в Ингушетии. Она была один раз в Ингушетии. 1062-го, когда впервые на карте за все время существования появился Ингушевский округ. Появился Ингушевский округ. 1862. 4 года он просуществовал, и после и Экка, и остальные сказали, мы хотим на свою историческую родину, и вернулись сами к чеченцам. Не чеченцы, а сами Экка и все уашты, которые проживают, они сказали, мы хотим к своим, к своей родне, к своему народу. Их вернули. С тех пор он больше вашим никогда не был. И только в 2009 году по 2018 год он был украден. Еще раз повторюсь, хочешь проверить, посмотри, до того, как Вокстек зашел, я показал лесническое хозяйство Ачхойматана. На карте написано 2006 год. Это официальная карта. Как раз таки. И официальная ингушская карта. Что непозволительно вам, даже если чеченцы забыли, даже если что-то произошло в этом муниципалитете, внутреннее, не забывайте, это внутренние границы и внешние границы, это разные вещи. Вы не можете, если внутренние границы чеченцы каким-то либо образом оставили, относящиеся к чеченцам, там, может быть, были свои перипетии, которые указывали. Может, эта земля должна была быть приписана Ачхой-Мартану. Может быть, Галанчожу хотели приписать. Это внутреннее непонимание между чеченцами и ингушами. Это отдельный вопрос. Вот, чеченцами одного муниципалитета, другого муниципалитета. Внутри региона. Но это непозволительно соседнему субъекту брать земли из соседнего субъекта. С учетом того, что каждый из этих субъектов является самостоятельным, со своим государственным гимном, флагом, парламентом и так далее и тому подобное. Вот это ваше... вас реально смешно бывает разоблачать, вас реально просто бывает уничтожать. Из-за чего? Из-за того, что вы разжигаете, пытаетесь по политическим понятиям разделить один и тот же народ. Понимаете? Вы пытаетесь тем самым говорить и пытаетесь навязать вот эту свою идею фикс. Я ни в коем случае, еще раз, не обижайся, Русик. Русик, не обижайся. Тебе обижаться нельзя.
Я, как ты отправил голосовой, так тебе и ответил. Ну хотя бы людям не ври, ты же взрослый человек, лама сделаешь и так далее и тому подобное. Зачем ты этого бедолагу Мухаммада обманываешь? Он-то, может, и не знает, и историю не знает, и географию не знает. Я через этого Мухаммада тебе передал. Если у тебя какие-то есть претензии, заходи ко мне. Как это делал и Ахмад Барко, и остальные это делали. Не как ты говоришь, а как я говорю. Претензии ко мне, приходи и докажи. С 18 по 25 год всем двери открыты. Заходите, общайтесь по-человечески, без оскорбления. Хотите по истории, давайте по истории поговорим. Хотите про границы, про границы. Но про границы и географию вам не стоит этого делать. В любом случае, какие бы я карты не показал, я могу показать карты, на которых вас вообще не существует. Это начиная с 1801 года и до 1862 года. Маленькие общества, как часть чеченского народа, есть, а остального нет. Это можете посмотреть в любом документе. Поэтому, Мухаммад, там, как говорится, если ты хоть 3 часа ночи придешь и это развенчивать, там ничего не стоит. Но я вот, для меня, человек, который занимается уже сколько, 7 лет этими работами и документами, я хочу, вот, попроси его, пусть он предоставит тебе документы, где четко он указывает, говорит, что с 8 по 18, он сказал, да? Или с 9 по 18 год, он сказал, что чеченцы карты. Я написал пост нашей этой танзилке, целому члену Российской Академии Наук, научному этнологу, чтобы она прислала мне документы, где она называет астхоевцев чабанами, чтобы она показала ссылки на документы. И вот ему сейчас я говорю этому Русику, тоже говорю, Русик, покажи эти карты, официальные, прошу, официальные, не картинки, официальные документы Росреестра, где с 8 по 16 год эти земли принадлежат вам. Отправь этому Мухаммаду, а Мухаммад уже скинет мне, я уже хочу ознакомиться, может, какие-то... Насчет эфира, да, я ему заранее говорил, если вот у тебя есть какие-то знания по теме истории, да, хадис на сахамдалаха, башла молча хауля история вайц, сожок лордоне. Сеяча нет, я на вашу площадку дома, ворвача, сахасан гаджи, лучше урду, сюли уцигаб вокша. Он сразу ссылки метает. Он здесь, знаешь, он известен тем, что он сам вызывает на диспут, на дебаты, и потом сам же уклоняется от этих дебатов, и сразу задницу учера. Я ни Зурабу, ни Гаджи, ни какому Сюли, я идти никуда не собираюсь. Моя площадка открыта. Я никогда никого не оскорбляю. Этот Руслан может знать. Имеется в виду, кто заходит, мой оппонент. Если я даже как-то говорю примером, я сразу прошу прощения, объясняю, что я не оскорбляю никого. У него есть прекрасная возможность, он может зайти, представившись, показывая свой фейс. У меня будут свои документы, у него будут свои документы, мы друг друга покажем, вот мои документы, вот твои документы. Кто прав, кто нет, пускай люди сами это уже решают. Все. Я же не прошу у него, я не пытаюсь его там убить, там, оскорбить и так далее. Там. Приди, покажи, докажи. Вот. Это то, что скинули мне скрины, мне кроме тебя еще скинули скрины, где он там говорит, я его развенчаю там по поводу митингов там и так далее и тому подобное. Ну, у меня есть видео, где женщина говорит по 1934 год. Все молчат, хлопают, там, аплодируют, кто там выходит, следующий говорит. Я не слышал никаких воззрений, что там люди начинают говорить, нет, мы не согласны по 1934 году и так далее и тому подобное. Я ссылаюсь на определенный документ. Если у него есть контрдокумент, где там люди говорят, нет, мы не хотим по 1934, мы хотим там по 1000, не знаю, какому там, как они любят говорить, почему не по 1929 они любят говорить. А 1929 год, это время, когда казачество, вот этот округ, Сунжинский казачий округ, присоединился к нам.
Понимаешь? Они поэтому говорят, но проблема в чем? До присоединения он и не был ингушским тоже. И ингуши никогда на него не претендовали. Ни во времена Горской республики, как это хотел доказать Муса Зурабов. Он доказывал и говорил, вот вы же вышли в Горской республике, да. Почему вы, если это ваши земли, не претендовали на них? То есть нам предъяву кидает. То, что там первые вышли кабардинцы, вторые мы, кажется, вышли. Ну, ответ. Слушай, мы вышли как зашли. Это верно. Зная, что там проживает огромное количество казаков. А вы, когда выходили из состава этой Горской республики, вы претендовали на эти земли? Вы делали митинги в Магасе? Ой, простите, Магас в то время не было, он появился с 95-го года, да? А вы делали вообще какие-нибудь движения? Нет, митингов не было, воззрений никаких нет. Зато у меня есть документы, я его публиковал, где Асланбек Шарипов четко заявляет, говорит еще на собрании этих ЦК, большевики, когда приходят к власти, он предъявляет и говорит, что эти земли были наших предков, и что их большевики должны вернуть. Они на добровольной основе присоединились к Чечне. Никаких проблем с этим нету. Никакой 1929, тогда мы можем сказать, ладно, мы тоже хотим наши земли по 1839 год. А 1800 не 30, а 36 год. По 1836 году Галашки принадлежат Чечне. Это Малая Чечня. Входила в состав имамата. Или там получается у нас и Аух весь принадлежит нам, и другие. Но хотелки свои нужно чуть-чуть приземлить на землю. Хотеть можно все что угодно. Devā başlam. Šeit giedāts un audio skaičēķin, atšumaudu ценин, он хагазит, yok процесс маез. И процесс халила нельзя просто зайти в твой эфир, и высказать то, что он мне высказал там, да? И ему там, Гаджиеву, любому чувалушному, это же принимаешь всех подряд, любому. Да. Слушай, ну, во-первых, у меня нет нисколько ни высокомерия, у меня нету ни тщеславия, да, Лавацуна. Но я скажу одно, мне абсолютно не нужно идти к кому-либо на чью-либо площадку. Когда у меня есть такое желание, я изъявлю такое желание, я ни у кого не спрашиваю, ни разрешения, я сам пойду. Как, допустим, это сделал и в случае с антитеррором. Я услышал тематику, речь шла про шейха Мансура, речь шла о юридизме. Я зашел, пообщался, хорошо ли, плохо, в пух и прах разнес, вышел, ушел, все. И эфир başlam. Я даже пересматриваю ободы каналы. Поэтому мы абсолютно не переживать нечего. Все мы, смотри, Мухаммад, если бы я обманывал, если бы я там, как он там что-то хочет меня задеть, там пишет что-то про донаты и так далее и тому подобное, те люди, которые даже сегодня в совокупности, даже это обычная стандартная процедура, даже эти 200-150 рублей, даже эти кинчики, я сейчас нахрен, что я был бог добить. Но суть не в этом. То есть человек придирается конкретно к чему? К твоей работе? К чему он хочет посмотреть? То, что ты делаешь, если у тебя есть какие-то претензии, тебе не нужно выкладывать себе антипост, подготавливать себя. Да, мне Аман сказал, что давай встретимся. Там Руслан Русик хочет поговорить с тобой. Амад зашел, пообщался со мной несколько раз, мы поговорили. И мало того, мы с Амадом Бархо встречались в Грозном. Здесь, когда он приехал, он позвонил, я поехал, мы встретились, пообщались. Это давно было, правда. С тем же Джамалаем Хамхоевым. Я точно так же в городе встретился в Грозном моле. Вот. И Картоев, который ко мне приехал, прямо ко мне домой. Я с многими встречался. Да, Уде. И ты при встрече этим людям говоришь, слушай, ну я против Лужного. Ты веришь, ты последователь
пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам. Он говорит, да. Наш пророк любимый сказал, что тот, кто врет, не из моей умы, сказал, да. Ты на стороне вруна или на стороне правды? Я на стороне правды. Ну, правда такая, вот я тебе предоставил документ. Если я не прав, если я говорю неправду, возьмите и посмотрите. Этот эфир загрузил он к себе на своем канале, там на антитерроре найдешь. Антитерроре, я к чему это хотел все вам рассказать и пояснить, Мухаммад. Проблемы нету, и нужно свой, как говорится, свое лицемерие убрать. Я не прошу никаких судей, мне не нужны судьи, мне никто не нужен. Он просто зайдет, вот как ты зашел, отправил, пускай перед всеми, вот просто перед всеми моими подписчиками, зрителями, а это будет лучше всего, пусть меня опозорит. Ну, опозорит, по крайней мере, покажет, что я соврал, или я лгу целенаправленно, опровергни то, что у меня есть. Или же просто, ладно, пускай это будет не так хорошо, давай поговорим по душам. Но я никогда, ни при одном условии не соглашусь клеить ярлыки, чтобы клеили. Мне не важно, кто он и к какой секте хаббатской относится. Да, он может быть ашкенази, он может быть другой, кем он хочет, может быть. Кто там, я его семейное древо, кто за кого, где, меня это не волнует. Но меня волнует одно. Конкретно по работе, если я показываю что-то, основываясь на какие-то книги, документы, если есть какие-то контрдокументы опровергающие, пожалуйста, пожалуйста, никаких проблем нет. Вот есть доклад, который сделали его братья в 2024 году, 20 октября или 23 октября в Тбилиси. Чего же Русик молчит, а? Пускай по нему выскажется. Да, кстати, Шорт, Дейцун, Дуксон. Там достаточно материала, где они все это обсуждают и наговаривают. Почему, когда я иду опровергнуть это у себя на канале, я плохиш, а когда вы все это дерьмо выливаете в интернет-сети, вы хорошие красавчики, вы такие свободолюбивые, вы можете любого своего главу послать, как вы любите это говорить. Ну, может, у меня культура, может, у меня на высшем уровне, если я не выражаюсь, не матерюсь, не оскорбляю, никто об этом не подумал. Власть. Валейкум ассалам. Хаза. Дикву дейну киятам сани мокшмяшу. Шадик ду ахшдоцек. Ахшдуя. Да, если деньги были бы, я что не прошел бы. Вот, я понял. Если у меня деньги были бы, я к тебе бы не застал. Я диквала. Башла. Скажем, лицдали Эволарса, ты, вот если тот же Зураб Гаджиев, тот же Руслан, Тензилом союз, vai Тензилица к отдельной теме, инаха эфире бахку школча, устилается церз диалога дебатча проблема, ясно? Да я с проблем. Да и вот. Не, суал это буду хайм, то есть حابب принять переборку, а вообще кое-что. Что бы ни было, отправь просто. В прошлый раз ты зашел, видел, я нажимаю, принимаю, потом он бежит, меняет 3-4 раза, бах, и блокирует свой аккаунт, уходит в Табях Мабати. Я принял. Самого это году он сгам, эфир сохраните шмае. وهو راح البوس حجل Русик, Зураб Гаджиев, вот любой из вас, там даже другие могут сюда зайти и предоставить свои фактажи, поэтому... Единственное правило у меня на канале одно. Во-первых, нужно показывать свой фейс, и во-вторых, нельзя не материться, то есть есть культура демонстрации. Остальные технические проблемы бывают, я знаю, что это случается, и это не столько от меня зависит, порой бывает, что вот прямо ты разговариваешь, выкидывает, эфир нужно заводить заново, поэтому нужно немножко, как говорится, подсуетиться, и все может зависеть. Русик недоволен то, что ты Зураба Гаджиева называешь красным горшком, и говорит то, что
Зураб Гаджиев, типа, имеет какую-то высшую степень истории, там... Ну ладно. Во-первых, наверное, во-первых, почему дали позывной «Красный горшок» ему, да? Ну, там были моменты, когда он оскорблял, а это началось тогда, когда он назвал Академию наук. Да, Русик, я передаю тебе, чтобы ты слышал, надеюсь, ты услышишь, или Мухаммад, может, тебе покажет этот момент. Да. Его назвали «Красным горшком», когда он называл всю научную интеллигенцию Чечни, а то бишь Академию наук Чеченской Республики, и Академию назвал Академией имени Асхаба Бурсагова. То есть он тем самым и оскорблял и Асхаба, называя своим грязным том, а другой он пытался опустить Академию наук Чеченской Республики. И там есть еще многие моменты, но не тебе, это не твое собачье дело, извини меня за выражение, вмешиваться, какие у меня взаимоотношения с силой, которые там занял, или его газгунки заняли ауховские дома, это тебя не должно касаться. Да, он и без тебя он везде говорит, я потомственный историк, дважды кандидат, да мне наплевать мне, кто он. Мне честно наплевать. Горшок и горшок. Почему? Потому что нормальный человек, тем более образованный человек, называть или оскорблять академию и целую там интеллигенцию чеченскую, это нормально, по-твоему. Нет, ты это не слышал. Я тебе хочу огорчить, там много моментов, где он это сделал. Где он оскорблял очень много моментов. В том числе рассказывая про твоих любимых боевиков. Когда он указывает, что подсвечивая вертолетами, чеченские боевики уходили из Карамахи и Чабанмахи. Спроси у своего горшка, говорил ли он такое или не говорил. Не надо меня, Руслан, учить, кому что говорить. Понимаешь? Это его цитата. Он у себя на Фейсбуке выкладывал это. Это раз. Во-вторых, после этого оскорбления его назвали. В-третьих, его ученая степень намного ниже. Ты говоришь, у Башлама нет. Да, у меня нету. Но я себя и не называю великим историком. Заметь, Русик. Я разве себя называю историком? Я тебя, Мухаммад, когда говорил, я историк. Вообще нет. Когда даже тебя называют, то он... Я говорю, я просто блогер, я просто исследователь. Я не историк. Понимаешь? Мне зачем? Я историк, босс, камил, да. Я знаю немножко истории, альхамдулилlah. Все. Немножко, вот, чуть-чуть. Но до вас я не дошел, ни до тебя, ни до Зураба. Такой подлости у меня нету. Уж извини, у меня нету. Братания нету у меня силой, который занимает. Если бы я поехал бы в пригородный район и сел бы оттуда местным историком, братался и бы собирал бы информацию против вас, я бы посмотрел, как бы вы и ваши паблики такое писали. Но вам не стыдно приглашать его, Арамтха, племянник Мавибу, вы садиться, оскорблять чеченцев. Это у вас нормально. Благо у вас есть такие, как Ахмад Бархо. Вот он, как говорится, настоящий брат. Он пошел к нему же на лекцию и его же опустил. Можешь спросить своего красного. Как это сделал Ахмад Бархо. Вот поэтому, да, вы там пытаетесь, там где-то момент там со Сихвеллай, там вылезали, гуняды, написали научно кутикулус, откусикулус. Это, ни внешность моя, ни кожа, ни глаза, ни нос. Это ничего не имеет отношения к той работе, которую мы ведем. История остается историей. Я просто человек, я могу ошибаться, я могу быть волосатым, я могу быть лысым, я могу быть рыжим, я могу через определенное время посидеть. Я постареть могу. Это обычные процессы в жизни любого человека. И я не ангел и никогда себя таковым не называл. Был у меня на лице триколор российский? Да, был. Я же сказал. И медаль вот такая была с российским триколором. Но не это все было только в рамках встречи своего олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева, который, вопреки вам всем, которые были против того, чтобы он поехал и стал трехкратным олимпийским чемпионом мира. И я на радостях, еще в студенческие годы, я это сделал. И что?
Что я после этого стал русским, что ли? А если бы я нарисовал советский флаг, я болею за германскую футбольную команду. За Баварию болею. У меня флаг баварский. Он не баварский, а немецкий. Deutschland. Я люблю немецкие машины, я люблю. Вот я люблю Мерседес. Хотя у меня приоры, ладно, но не суть. И что от этого? Я становлюсь немцем, что ли? Брать мои фотографии там. Я всегда говорил и говорю. В студенческие годы сакер, сигар, я на то молодой человек. Я солома виння, бошали Алласа не было, самого царца было. Да. Я занимался только вот все время, закончил техникум, училище, университет, академию. Все я это закончил, я светский человек. Хорошо ли это, плохо ли? И по религиозным вопросам я сразу говорю, религиозный вопрос, как сунца, поверхностный себе, цахатшун. Когда мне начинают задавать вопросы про ташухаджи и религиозном плане, или устазов, я говорю, стоп, ойляш устаз мобиц. Я могу говорить только об исторических личностях в религиозном плане. Ташухаджи это не столько религиозно, это как и историческая личность. Он был наибом ауха и так далее. Про него я могу говорить. А про остальных устазов я не могу говорить, потому что это, он есть муфтият, Салах Межи, у него там есть целый университет. У них спрашивайте, Поэтому, если искать вот такие вот вещи, оскорбления чужих и так далее и тому подобное, нет, это может быть и некрасиво. Может быть, это была вот обратная реакция за оскорбление. Там много чего может. Хотя, с одной стороны, наверное, ты прав. Не надо было называть его красным горшком, потому что все-таки пяс это национальный наш головной убор, а не их. Пусть скажет спасибо, что уши не засвалил. Поэтому я, если это каким-то образом обидел его, я не прошу прощения. Вот я так скажу. Я не прошу прощения, но постараюсь его больше так не называть. Я его назову потомственный историк. Вот так. Как там? Гаджиев, Зураб Вениамин. Не Вениаминович. Вениамин дедушка был. Прошу прощения. Ну, ладно. Как-то так. Ну, вот я некоторых наших соседей Александровича встречал, так что нормально дома. Вот как-то так. Я, честно сказать, не помню, кто его назвал первым красным горшком, но суть, видать, хорошо, видать, это его задевает. Ну, не носи красный горшок, одевай зеленый. Будешь зеленым горшком. Какая мне разница? Суть не меняется, бывает? Да. Не хочешь быть горшком, тогда занимайся маслаатом. Пойди, освободи от лакцев ауховские дома. Поезжай на митинг, скажи, братья, вы извините, да, на самом деле история чеченцев, и она такая, как вы знаете. Тебе стыдно должно быть. Твой дедушка такие хорошие статьи написал про чеченцев. Кстати, твой дедушка описывает, что именно ингуши являются частью чеченского народа. Но если ты не знаешь, если я не ошибаюсь, Гаджиев, если твой дедушка, а ты говорил, что ты потомственный историк, значит, это должен быть твой дедушка, или не знаю, или прадедушка твой. Но он, по крайней мере, пишет, что чеченцы это вот, ингуши вроде бы потомки части чеченского народа. Если я не ошибаюсь, это было так написано. Да. Ну, по крайней мере, очень хорошо отзывается о чеченцах. Не знаю, что там. Башма, там какие-то факторы вроде бы, что знаю чуть-чуть не в тему, цапсум тема анализа, им есть яхля шорсу. За акепера, ну, оправдываться для шварца, я там حين الوجه دوك وحينا وسطو حتقولك بيجوا حيوجه شيء بيوش حينا وش سامتها زوزوك وش جروب لي لو شو الخزني هون أعلى لو شو عليه أصلي لو شو ты имеешь в виду хозяином или... Да, что хозяин Уэллс или его шо, думаю, то, что я веду, типа, эту группу. Это ну, что, ты модератор там, я слышал, ну как не слышал, я заходил туда,
Ну, конечно. смотри, не, Башлан, но вот если, смотри, когда ты заходишь на чей-то эфир, голосовой чат, да, например, там модератор, администратор может тебе просто выдать право просто кому-то включить микрофон, и кому-то выключить он. И от этого ты не становишься там каким-то сверхадминистратором, модератором, да, и отдельная история. Самое все-таки Цедон, Лисон, сейчас ко мне должен приехать один наш брат Галга из Ингушетии. Говорит он, Чебелля, сам убедиться, являюсь ли я там администратором и модератором, короче. Слушай, ты скажи ему, знаешь что, если ты не являешься РСТ, надо было полтинник, полтишок, там, ничего нету. О, Русик приедет, Рустам тоже приедет. Соберемся, галушки захаваем, заточим. Пускай доказывают, если это ты. Та проблема. Ясно? Ну, я честно скажу, я тебя, конечно, знаю, поскольку я впервые тебя увидел у себя в экране, думаю, у тебя вот этой гнили все-таки нету. Ты, конечно, такой монтажер и все остальное, но ты не потянул. Что не потянул? И канал Боя Алири? Да, нет, то есть, чтобы быть вот таким вот прямо вот самоэдром, чтобы вот так заниматься этим, да, ты можешь, тебе интерес есть зайти, поговорить как-то, навести порядок вот в таком формате, чтобы ты был хозяином его, я не знаю, может ты и есть, но я не слышал. سؤال تقولوا خان я что, например, должен такой даже халот из и пешковую историю чеченцев он и ложь. Из-за реальности, ну, даже если даже он в некоторых местах преувеличивает там, или не знает что-то, но все равно я знаю то, что он знает лучше меня историю, и я даже я не спорю, то историку даже губу даже Башлам не любит, когда его историком называют. Историку Бяганда, да, я знаю некоторые факты, а так, что история Аму, Wallah, основная, Бог tu эрбац. И у меня не поместится в одной голове все это дело. Поэтому, историк, за канал, сей канал, вот, за канал, если видел Шубова, вот, Башлам, сдигдусман, догадает. Вот, да, слушай, скажи любому человеку, кто докажет то, что ты являешься хозяином канала Дзурзукети, скажи, я дам 50 тысяч. Если вы докажете. Если вы не докажете, то вы мне даете. Нормально ты копейку заработаешь хотя бы. А ладно, уже ты сколько, уже 8 лет говорят, что мы работаем там, то я работал на Минмолодежи, то я на Миннац работал, то я на Кадырова работал, то я на всех зарплачу, шлакар, муняды. Пишут, что я от Масад, короче. Ты Масад уже, да? Да, Масад. Люди, которые, вот еще раз повторюсь, люди, которые, к сожалению, не могут обосновать или опровергнуть реально исторические какие-то или документы, или какие-то материалы, ну, допустим, я знаю, что в чем можно тебя обвинить. Когда ты был в эфире, это было у тебя или у истории чеченцев, не помню, вы дали площадку, кажется, у тебя это было, да, сперва была у истории чеченцев в Телеграме у нас встреча, там были представители ингушского народа, осетинского народа, ты дал высказаться и той стороне, и этой стороне, и у истории чеченцев, Алхаст его звали, кажется, этого осетинского парня, и вроде бы, там, понимаешь, какая дискуссия, не было, такого не было. Пообщался ингуш, пообщался осетин, а мир и стабильность там держал чеченец. А им это не нравится. Нужно придраться к тебе, нужно, чтобы вот как-то нагадить, чтобы таких встреч не было. Или искусственно нагнетать. Почему? Если вы и остальные люди будут вот так нормально вести дискуссии, на Кавказе не будет ни ссор, ни войн, не будет проблем, понимаешь? А им нужно искусственно поддерживать вот эту панику, вот это все остальное. Вот. Они относят то же самое, они же говорят ко мне, тебе не стыдно и так далее. Вот зашли ко мне люди, задали мне вопрос, я ответил на вопрос. Вырезали скрин.
пошли и закидывают. Ладно, если бы это делали только мой представитель моего народа, если бы это делали мои. Но это же самое делает и тот же в Кистете, этот Галушка зеленый, блин. Да. Он и остальные, они вырезают и закидывают к себе. Мне-то эти скрины присылают. Понимаешь? Враги тоже тем же самым занимаются. В желтую футболку это было, кажется, в прошлом году. Или в позапрошлом году. Да, я был в желтой футболке и что-то рассказывал на эмоциях. Прошло столько лет, а нет. Футболку, есть что? Пускай делают против. Вот они не могут чеченцам и дзурзукам ничего сделать. Это стало трибунной площадкой, где могут. И там, в этой площадке, появился ты, которого и так пытались присобачить кому угодно. Тот и со мной был, тот и с другим. Потом они не смогли это объединить. Этот монобровный наш тоже, Владимирович, начал тоже пытаться эти сказки рассказывать. Ну, кто-то высказывает, кто-то говорит, кто-то сочиняет. У каждого свой, каждому свое. Поэтому я бы не стал обращать внимание. А я сейчас абсолютно как-то параллельно. Да, вот те, которые люди будут заниматься реальным подвохом, вы, конечно, мне можете сказать, ну вот ты же опровергаешь брелки. Там. Друзья, вопрос не в брелках. Вопрос не в кружках, книжках, истангах и тому подобное. Вопрос заключается в чем? В том, что завтра вырастет целое поколение с этими вещами, материалисты, на которых будет нарисовано, и они будут клясться и божиться. Вот как Русик необоснованно говорит, что у вас есть карта того периода. Я поэтому, как дурак, распечатал, слушайте, за свои в основе donation очень мало отправляют. За свои деньги пытаюсь эти карты сделать, документы собрать. Все распечатываю, цветное делаю. Вот один кусочек вот такого, грубо говоря, да, одной карты выходит уже 1500-2000 тысячи. И то, если в хорошем качестве. Распечатал, пришел вам показать это. Для чего? Пояснить, что вот это ложь. Если мы это сегодня не опровергнем, завтра из-за этого может быть кровопролитие. Если эти люди врут. Хасан Далдек, Хасан Бака, Мархи Бата, Бага Мартош, Ишадик Дольша, и Виллавалец, он улица, она говорит, хватит, дай скажу, что 44 лошу. Вы думаете, у этих людей есть честь и совесть? Вы думаете, у этих людей есть достоинство? И они это прямое зеркальное отражение их родителей. Шецах царь и дюч да царь и лилош да царь. Синдес нас элхадр малил дилай. И хз датсон и эзди датсон. Вайлей датсон эзди тейпон вала и он лило ишятсон эдерцин. Дари. Сейчар сюгам саалет, они никогда. Нех ой хаметикам. Эти де нена ой хаметик хайерам. И вообще дегде она, тем более вахен. Каждый второй духар дал бисмилл мехтана, салам мехтана, денен ой хамет кшуч вахен асп. Так, эзди дик бу, асо мадите харцу маис малил диар харстик мадисе, а я один такой плохой. Извините, так не получится. Будете врать, будете получать по башке. Не будете врать, не будет вам дела до нас. Клянусь Аллахом, именем Аллаха, валлахи, биллахи, талахи, ни одному чеченцу вы абсолютно параллельно, что юж храмадать. Имеется в виду, чтобы про вас что-то там сидеть и писать, когда вы ничего не делаете, нету никакого интереса. Просто башлам, цапица хаттерду, одноклассник что в школе. У меня нет одноклассников. Это как раз таки сайбол бьютербос, чем я именно занимаюсь. ويا حقولش ديل أنا هيتمسا يق أرخيو باشلا يبقى أرخيو إنزل يق يوزا دقة أرخيو يوزا شولتي جو وتنا أدلنا درس ولا درس دون دقة أبدا يكرو كيس تعتصون كي تشوفوا إذا إنزل حوصلش وينها هر إذا ساقوي تريشون هر هو نفس جنا هر وقشابة ببيشنا جنا خليات هر سايوا يوم ميكاس أو نيكيوتون одноклассник шаюз,
Анжела Балаева, Ингушетия. Синцар цитировать ищет, она в заметках пишет якобы какой-то чеченский, исконно чеченский анекдот типа وي анекдот торсан хагой штук зонахан кайда وي это өздөөч торсан сен цаками переключите из шин по-любому годи якарду так собордел Арбушиян башла Ее. Еша точнее что слушаешь. Просто чуть-чуть оттери, чтобы полностью люди могли прочитать. Не-не-не. Это пулит я, чай экран, что-то. В Телеграме не видно, потом скиньте. Да, в Инстаграме можешь посмотреть или в Ютубе посмотреть. Уже молодого, уже что молодые, которые за 40, что пора, мол, жениться, что, мол, не молодой уже, а сын отвечает, да, он спрашивает головой, и можно, ну, да, что, Гушиян лазм, и ладно, тажал, окакию. Людей не обманешь, Димаев, вы чечены, рисуете ингушские башни туда-сюда. Так, тут уже про осетин, это не то. Смотри, вот, наверняка он. И такого добра тут очень много именно Эстона, и она даже не стесняется своего лица. Это, чтобы ты понимал. То есть, из души я думаю, что SDL я адат я абсолютно святой humадоч дальше борнахтон. Теперь у меня вопрос том. Неужели хинцы чуен новости инг элага чували и сами хумш согласятся? Или как нам их всех показать том? Во-первых, и не покажешь. Я хочу сказать так. Это очень позорный, постыдный момент в истории каждого народа. Это болезнь. Этой болезнью болеют многие народы, представители разных народов. Даларвольцунов, люди, которые такого образа выставляют. Человек, который последний раз заходил к нам, 2-3 человека, когда и ты задавал этот вопрос, ты же помнишь ответ этого человека? Да. Он сказал, у нас немножко другая ситуация, если мы с такими вещами придем, то их сразу мы не можем. То есть они не могут продавить человеку конкретно за его некультурное, безнравственное, рабское поведение в социальных сетях. Они пытаются его максимально возвеличить, что, конечно, является позором для любого человека. Я бы на их месте просто воздержался бы. Я не говорю, что мой народ лучше других. Нисколько, отнюдь. Мы не лучше, но и не хуже. Но каждый народ так получилось, так повелось, что каждый народ любит своих братьев, своих сестер, свое любит. И это Всевышним не запрещено. Поэтому, если они себя таким образом ведут, и тебе приходит или мне приходит, говорят, я думаю, что нам лучше всего этим людям пояснить или объяснить, сказать, что вы на самом деле ничего не стоите, и вы единого яйца не стоите, чтобы мы могли вам отвечать. На самом деле они не стоят, потому что изначально, чтобы решить эту проблему, ты каждый раз задаешь этот вопрос, я тебе каждый раз отвечаю, они должны начать со своих. Но со своих они боятся начинать. А к нам прийти и говорить об этом они могут. Ты посмотри, когда ты их разоблачаешь, ты или любой другой человек, когда им звонишь и начинаешь говорить с ними, изначально они начинают материться, а потом, когда понимают, что натворили, нас сломали, меня украли, нас мой номер использовали, я разберусь. Мне один вообще написал, что это его 80-летняя мама, то это ее номер и так далее и тому подобное.
Зузуки, что был час позже, хангин говорил, кстати, Ицхак Анту, ой, Динах Лятца, Омах Лятца, Өзмел Бос, Мот Бюч. Эсканту, Гинца Гинца, Солнца, голосовой шгирем, публикация Хуэйн, на острову. Короче, тут я сказал, Жукичу единственный аж эфир ханят, прямой эфир. Суэ написал, чушь, ватсон. Короче, Özdouч комелде, что на острову. И на острову, чтобы ты понимал, Кепар и Милу Хашда, Инзрич, хулица, прям подготовленный на острову. В итоге, я имел حين خوخ إذا تلوان عن شو ده تعالوا مدات وأز دوز مدوزيون أعتلوان حقوق حق مال ده شانسون أزي جلسوات على أز أعتلوان خاص دوينش بو إسكانتو شاوات بوش دوينش بي أز бо голосовой это бо вот докажи людям то что это не ты хотя бы скажи вот вежливо саркам один дать хорошо проблема я бог в итоге отправляют меня в черный список. Его أصلاً دايك تلوان مطوعي عزال ستاري متك حقانتو دين قمال ديهر حقانت مووي دادو هو أشد شبلا شادين شيكانت دين قمال دات شيكانت أزمة دات سربوش قمال دو أزبو أسروق قي حال دو قردو شتوان بوس أسروق قي جين دو قردو شتوان أصلاً سو حيكانت К сожалению, да, все, стыдил. Уже надо использовать и нас. Зато Телеграм что, да, Телеграм идет. В Ютубе идет и в Телеграме идет. Все нормально так. Да, цари. Месяц какой сейчас? 06? 06 он. Так. Короче, прикину, твоя пошла. Захаси. Хаз, выставай. Сюли вор, короче, тик-ток, чува. Цун ценится, камел, терсе. И хупо хайон, типа. И оухой мохки, и шарой исконной. Сюли, лад йоны, короче, хотя не сабал бич, короче. Раз удивился, цехитрса, он шарой, вот шарой, как может быть аварским, короче, халеется. Ну, собордила. Ибраим, связи авуё. Чуаму воров, дзурзуки чечена, Мухаммад, стадо или очень, трафик, да, или очень. Инстаграм, чё. Ох, чувак, продолжит, двое, мастера. Короче, ця проблема, це Instagram жиров, що це і то. Я хочу так делать. Не, ох, чувак, когда YouTube, чувак, да, удовой. Инстаграм, чувак, уже трафик, да, я все, что можно было, положил, деньги закончился. Короче, мой вариант, это دحشك أنت واحد أديت سوز ويتوجه شاهد حجون تعرف ليه روتي خيان شو ده شاهد حجون تلوان دعاية إيسو потом он меня перезванивает, говорит, да, действительно, так Антуар. Это. Я зародил Багар. Цыга, мой вариант, я же еще, когда тот пацан со мной говорил, еще вахтся был, что на асхат нерсинг, ханикую телеграм, что Алан Суэгал. Он подумал и говорит, короче, точки ник был. А я-то помню, когда я в телеграме ему писал как раз таки свой голосовой, что чукуевича на оскорблять решенно. У него ник был Антарпан какой-то, потом он убрал аватарку и сменил. И Антверпену.
В итоге то точку ты не ешь никте. А зухше кача точки еще бог то никте, то это совпадение из его из короче. В итоге ему надежды дегрушающие контекст голосуешь, да его решать он до дирду туда-сюда. Я не знаю, как он туда попал, в эту группу Бош. А это нас бог так. Es kan tie голосуют, а я зайд бог, короче, рендер дол хотя бы на гвист мон халитис. Эй, давалайн бог свой, короче. Я знаю, какие у вас там группы. Извини, сейчас Юра теряется, ты он лаху в итоге. Fikir. Assalamu alaikum. Başla sonu çuvu. Хасон, Антверпен, Хала, Антверпен, да, тебя. Герсон, видишь раз. Я еще скажу, Башлам, إذا طغن ويدعيولين يتامعت ويأج من يسير فلات أزدعيولين حاجو صغير توس именно даны шоколадовые тердуи. Это инзари чё им мешает. Инзари чё. Помнишь тот, который говорил Зура Бори? Хорошо, не да. Зура Биандагдо он хачат чё. Ю ияза ина он шифровался, мусит ник хейтваш. Помнишь? Да, и цухунде штырхаем, чтобы его не пробили. Башла. И Telegram чувачит мои ребята, они придумывают такое, что они покупают виртуальные сим-карты из интернета и думают, что все, короче, хули я ниндзя, короче, инкогнито, анонимный, туда-сюда. Мамад. Хорошо. Может, он не рассчитывал, что так быстро его вычислят? Видимо, да. Он долго думал, что опять дали. Он так шик вырезал, дик Крис мой целицу после этого. Им думал. Не, я по нему еще много интересных моментов нашел. Он, оказывается, у него там не один паблик, их несколько. Он там еще под ингушей шифруется. У него паблик под ингушей один. Да. Тяжелый случай. Должен архивный документ. Ну, году башлам. Таган ويقوزع دوشتن ويقطعهن ستان ان دان момент اوشقت كوقطعها يوتيوب чуаса голос валак изгадам да цоқана сам деле اوشقت تكتاتو канал шхаш Видите, чувак, есть Мелу Хайл. Мелу. Инстаграм, хажи, 800 человек. Вот, прикинь. Сундар боосинс сун самый обидный дексинс тут да нас доги что куда ас и тем ясинс я вошим хагин но тем это мосу на му гойтер бартелек. Анис босс, и каждый раз его просто глало, даже сам этого не замечает. Логия Акусо, как это все остановить позже, это обошла. Суицела лоша. Дейл дуацела лоша. Нервы надо. Иду. Суга, энсгон, то чуа зубер котту элца уку чуа. Гала ути, ногти ути. Вас ногчеву. Ногчеву, все, бяк мобил лоша. Сам алер так не знаю. Не, сам ты. Не, выше окшат ты по никшу те чубо nach никшат под ногчик если те штундер хатам дересис. Пора сколько думать денег башла. Дицан сунзан, если что дицнеха перебить его. Короче, сделать одну картинку, поставить на всех каналах, которые будут соглашаться на это условие. Это, знаешь, это перемирие в духе 2021 года. Поставить одну картинку на всех группах вот с этого дня по ту сторону ни одного слова в течение недели. И картинку тут создается в Телеграме, как угодно, в Инстаграме создается группа. Эта группа не чеченская и не ингушская, она общая. И то и с этой стороны. В этом паблике, в этой группе находится по 3 человека, ну, то есть в общем 6 человек. То есть 3 чеченца, 3 ингуша. То есть хока и картинг ждагайтин до хока и табую и на эту тему табу даватиню
Общий хавощац даже царь выехал, в течение недели, опять-таки. И хажла, чего ног чего, это чего голова, сундагоид, смотри, хажл, хар пабликуешь, ингушофобский юбо, что паблики хар ассоциирующен из резглашен, хар башламующен совьеш волдон, из аужухума ол швац, общий швахава швац. Хинзе настала ваша очередь, хинз аж и группа ассоциирует, доник ассоциирует, что он, и на хинз ассоциирует. У нас общем есть неделя, чтобы вы эти группы остановили, Где-то чтобы эти не три повесили. ингуша найдем. У меня вопрос к тебе. Это Где вообще ты найдешь фантастика. три ингуша? Тенгерберг Бова. Да. Кто может отвечать и сказать, пока за все эти 6 лет я ни одного не находил. А он карвадов, он. Богу дугаем. Не обязательно, чтобы они имели какой-то вес там. Это не обязательно. Мы А просто смысл показываем. Смысл, ты хочешь лишний раз показать, что они не сдержат слова? Нет, Они нет, не вообще нет. Мы даже не требуем. Нет, смотри, мы даже не требуем от них слова башла. Вот я говорю, мы просто людям показываем, то, что тут просто отвечают им. Смотри, я даже могу сказать то, что эти 3 человека, даже у меня на данный момент есть, которые просто могут зайти в этот паблик и мониторить, и в итоге после этой недели сказать, вот Хаусал, в итоге хош тренер сосауцбели, то есть ингушская сторона, то есть иш сосауцбели, нохши сеутсерела, цасацам варианты рюкцага, Пожалуйста, делайте. Никаких проблем. Идея неплохая, но если они держат это слово. Но поверь мне, там крутятся немалые деньги, и они не остановятся. Им хэш, модель, что просто... Это ангажированные люди. Ну, Башлам, ты же понимаешь масштаб каждый день, сколько ингушей заражаются этой заразой. То есть они заражают своих же ингушей этой Честно заразой. сказать, мне уже даже дела нет. Я уже что там, они заражают, не заражаются. Мне дела до этого уже нету. Это их личные проблемы. Мне важно, чтобы наши не заражались этим. Вот что мне важно. Знаешь, что самое интересное пошло? Ты заметил, как они жестко тебя демонизировали в лице, ну, то есть, реально, ингушофобия на вот, именно в информационном поле баланс. Хотя ты в жизни, я вот смотрел, можно сказать, почти все твои эфиры, с этим, пересматриваешь, интересовался. Валлахи, да, цуаурина, жесткие высказывания, где задевался бы народ вообще. Дела нету до этого, честно сказать. У меня даже интереса никакого нету. А я вот сегодня зашел, мы сегодня вели дискуссию, кто видел первую часть, если видел в Инстаграме, кто может посмотреть первую часть в Ютубе, Хаусчане. Я вообще их не задевал, я рассказывал Лаудаеву. Но он зашел к Моки, Кацаши и Чубела, его, ну и тогда, извини, тогда приходится отвечать. Если ты не ответишь, конечно, можно игнорить. Если не отвечаешь, они говорят, мне вот буквально неделю тому назад пришло с десяток человек, которые говорили, разблокируй кого-то, ты его заблокировал. Осба, я никого не блокировал, тот, кто не матерится. Осбах, слушай, как я могу человека заблокировать, Бас, а он делает скрины и отправляет, скажи ему, чтобы я разблокировал. Вукому язина, ты закрыл комментарий. Я вот сейчас сидящих здесь и в Ютубе жителей Баса, всех подписчиков с Ютуба и с Телеграма и с Инстаграма прошу, посмотрите, назовите хоть один пост, где у меня закрыт комментарий. У меня комментарии всегда открытые. Мат удаляется. Вот и все. Ибраим, Ютуб что, массу эфир даю, что Ютуб что? Сейчас посмотрим, сколько у нас в Ютубе. Если Ибраим еще на связи. Слушает Алязин Амур. Ибраим. Эфир даю еще, я сейчас смотрел, Башлам, извините, 123 человека, ухай, что? 123 человека. Захазо. Хинс, Хазо Ибраим. Башла.
مسيتوس ترافيك دايول وشخزسون بيزلمت يا واريان تحت خز إبراهيم خز وشا أيوم قواري أتيخز هيك أتورفت أستعد اللي سيبرات يا أدلنا يوصي يوتشيك تيمري وش بريروات وصو وش باش نعرف من بلاش نجرب اللي طلع أنتوربن مو يعني تقايم كده بيزلمت كيو تاريخ قوتي تو حافيرنا تو تسيش بروبلم سيد то мосит кипера, перебоишь кулаха, качество лахара кулаха, то есть любой техника, что трафик даже ханик задевает еще полгулцунов. И самое вот, так скажем, именно интернет гарантированное, хули он нормально трафик кулютерега, интернет кулютерега. Да. Я уже со 100% хайвок трафик кулцега, а без лимит квартеча, ну это долго объяснять достичь, но видишь, ждут трафик более воля хулис. It's Antwerpen, hins свой качество и в Европе ахнится. HD качество хагой твой. Цена хагой твой. Хагойчина. А когда ты вот на месячный трафик ставишь, инц Ибраимин, одинерсу интернет, цены, ща Германия, Олша. В общем, дахватин чулда, звук яца, лагает дуа, ти слоха. Бесплатно не хватит, бесплатно юха, безлимитный, бесплатно опцию, месяц бесплатно, хука, пользуйтесь. Цеют вот ему так, хазвол, чудесный, я дошел, и люди сразу чутся бол, лаца двуца, они описываются, потому что качество дикция. А так, остальные рожки, это смысла, и саму донейшн поддержки, я мои раз или трафик вести. Вот сейчас я задействовал одновременно, у нас шло эфир шел в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе, и Цасун Ибраимс, Альшхуарду, ТикТоке подключать им, ТикТок Чуахулар. То есть одновременно на 4 площадках у нас эфир шел. То есть все жители Байерна. Иногда Ибраим подключал Facebook. Сейчас мы тоже над этим работаем, чтобы одновременно. Но Инстаграме, худу метовский моей, чай, Инстаграме, Рилс, загрузить мои няха, хайол прямой эфир, то я скинуть ее и в Фейсбуке обучарная госа, привязанный еще вообще. Хагойцо, Цундера, Массана, единственное, у меня нету в Одноклассниках, вот там у меня нету, а остальные места мы все, Ибраимс, даже Одноклассники подключать, и на все голосовали. Мы везде делаем, но чтобы одновременно... Чисто базовый, да, если скорость он... Базовый гюй, базовый Антверпен, что слабых. А до сим-карта, ой, цейра даться, мадардич. Маситу есть? Вот, да, Ибраим свести я шел, Одноклассники. Ой, инса, вот цадо сим-карта, дали, эсим цаны или раз хал. Но пару раз меня взломали, спитный хом шлило было больше, я заказал сим-карту, Хечера, хады, это все, называть место не буду я, но после этого работает все исключительно, вещают нас не отсюда, а именно с места, где купили сим-карту. И что вариант, что всегда, нормально теме. Противозаконно умадать свой лилуштик, но все-таки для качества, высокого качества, чтобы хорошо показывало, звук шел, все было нормально. И что? Вот VPN-ами сейчас я начал VPN чувствовать, отлагать, что VPN еще лайнцер, но чуть-чуть я тирас, а VPN. Что, блин, подвести один, хинся, я опять сел на Telegram, что ючлячи отключиться, дырк, в Инстаграме слышно было, отключаться, да, к Телеграму, выкидывать тебя. И вот я опять же там тоже этот платный сервис подключил, и видишь, уже сколько, 2 часа, а перебой еще. Да, это уже в любом случае. Я бы вам посоветовал запустить следующую соцсеть, да, одну соцсеть сбросить, любую, если даже в ВК или Одноклассника, из раях migration, именно Рутубец. Вот Рутубю. Йоши. А сброс буду ханон. Там элерт YouTube не тянет по. Я за шпорт хоть сега.
Iet slurt, VPN yoğurtsak, kol proxy yoğurtsak, kol huma yoğurtsak, kol aksun YouTube. Но проблема в другом. Рутубом Йольшерт вообще, мама, вот проблема в другом. В Рутубе нету самих подписчиков. Войнохчи Европе больше ценяш моего, и я щегду хайга YouTube. А они только Ютубом пользуются. Рутубом никто не пользуется. Им Йолшему, им Лилващу, я цалит. Но, как ты видишь, подписчик почти 22. Все. Нельзя подключить я. Цабол чан, за гутари ахр да албох مثلا. Это цаг венчин цохой. Ну, сом я за. Мы и так максимально. И Одноклассники, и ТикТоки, и вообще Ибраиму. Меня нету ни в ТикТоке, ни в Одноклассниках. Это инициатива Ибраима. Там очень хорошо заходят некоторые до истории чеченцев. Рустам мой заблокировать. Виномяцию ТикТок. ТикТок порой очень хорошо заходит. Стоятишь, но Ибраим... Не, в ТикТоке я сделал новый аккаунт, нормально все. Сделал ты уже все? Да, там деньги уши. Первый заблокировали, а второй я так сел нормально. Протекаю. Залетает хорошо в ТикТоке именно. YouTube. Хубара, Ибраим? Да, в сайт обязательно. Сайт Ибраим обновлять. Я еще и сайт, что инзери духо аудио материал, книгша и ушун. Аудио болгу, аудио уж документ, что дух душун что. Тик сайт есть на самом деле прям. Ибраим. Уверен, Ибраим, сувала, что хан насчет сайта Эльчана, да где не сунется. И я очень кепку выиграть ты него. So адрес хадает не хой гочим, даяти есть, мы разыграть него, кепку даяти еще, so адрес хадает телефон номера, хотя бы телефон. Гелер, so ю хаяйта, телефон tu ах кандина, цагала уави анвалат, so даяти тарелка или электронный почта. Лери? Ала, это Уайлин, ляч, мы нулевую чакютсауч. У нас конкурсанты на нашем этом Дзурдзукете.ком. Одна выиграла футболку, она в Москву направляется, другая выиграла кепку. Это чисто наша, как говорится, мерчи от нашего канала с чеченскими картами. Если есть какие-то проблемы, то как раз таки в центрах ушел постоянно. Все тогда. Все. Так, Верса пошла. Хал, Рустам, да, давай последнюю твою тему сейчас закроем и уже тогда дальше будем а то в Телеграм чудеса даяла. Хал, Рустам, хал. Смотри, сейчас ты сам в курсе, что С-10 ведется в Дагестане, что раньше Чеберлой и Шарой, это аварский хан Шерии, короче, Иштхама Шерии, короче. Вот хотел бы твое разъяснение услышать касательно этого. Разъяснение такое, это полнейшая чушь, мадардыч, это сказки. Это знаешь из-за чего? Во времена имамата Шамиля, вот в этих землях, мы знаем, кровь пролита была и в Шарое, и в Чеберлое. Очень сильно, причем ни в чем не повинных людей. Просто знаешь, что меня удивляет, пошла. Это, получается, вчера было днем, короче, перед вечером. ТикТок, что-то эфир, я, короче, ночи, барцика, черкси, барцика. Ну, мосо, тейп, нах, барцика, короче, он гишпар, мосо, нах, барцика. Это сили, барцика, короче, и я, типа, и овхой махки, и шару, и сюли, и он, и, короче, так далее. Ну, в общем, если сказать по-русски, он оправдывал преступление своего народа, короче. Не народа, а часть, короче, народа. Овухи заселились, оправдать тем, что это на самом деле аварское все, короче. И не то, что в Дагестане чеченское, а наоборот, в Чечне аварское, короче. Понял? Это как-то стрелку хотят метнуть, короче. Их-то опровергнуть вообще, но когда такое увидишь, сразу все, WhatsApp, что сообщение, а это со ссылкой
на это канал. Не, я его попустил конкретно, то есть нормально его, то есть там сел, короче, проблем нет. Но просто в проблеме, хай он, когда... Обоснованно, да, человек- Соня? Не переживай за это. Не, когда Это не человек обосновано. сам подсознательно понимает, что он врет, короче, не сват и харцует, короче, но все равно он это толкает, но она, чтобы как-то мудрость персимат, Оправдать чтобы свои- оправдать преступление, ну, которое с их стороны ведется, короче. Ну, Хотя. Чем бы дитя не тешилось, если у них нет аргументов, то они, конечно же, будут говорить. Они ичкеринские земли говорят тоже с Юлией Дубов. Шаш, будешь? Это делается провокация, провоцирует людей специально. Это вся вебях будет. Он бывает. Вебях был, потому что многие, а я как серьезно, я уж адит вача. Пропускают это, оставляют это, не отвечают им. А они каждый раз начинают врать, и все набирается, снежный ком набираться до цу. Если опровергать их, сразу сказать, а я раую тисму, не. Сюля, голове лау. А володу гойхи диаваль, а турги ламнишли, ваха эльчаны велла. Вот, знаешь, пошла, мне некоторых с наших людей удивляются ситуации, шерса, смысл дома, короче, эфир ерса, телеграм-канал чах. Ши сюли верса эфир чах, короче, понял, что за монолог у нас был. Тема была про Уховский район, короче. Вот они сошли такие, ну слушайте, ну мы же братья мусульмане, короче. Ну какая разница, ну метр всем-то станется. Я говорю, проблем нету. А в чем проблема? Вас что сотевает, что вот мы про это говорим? Ну, да, и по шариату, и по светским законам, по всем законам это наше, мы имеем право. Потом, ладно, они это говорят, проблем нет. Они будут говорить, так сказать, что-то топить будут свой корабль. Но я удивляюсь некоторых с наших людей, вот бой, которые говорят, а вот и так, и ладно, все-таки, ладно, мэри, короче, все-таки, пошел, в Пакистане, халитайся, ладно, нохча, халитайся, ладно, так, пошел, маяц. Дело, аспох пошла. Валлахи, вабилляхи, ватталлахи, если бы ихняя земля была бы в нашем составе, да она, вы увидели бы реакцию ихнюю. Что они говорили бы? Да. Подсознательно нужно понимать. Просто если с этой стороны любой кто-то пытается оправдать преступление в Уховском районе, сун мост такой, сун и пусл стакваться. Оккупант, переселенец войск, короче, сталинист войск. Это деяние Даниялова и Сталина, короче, это особо. Вот так, если мы прямо как НАТО реагировали бы, короче, если как-то так резко все реагировали бы, как один, короче. Я думаю, Знаешь, зацену, что аж Болгария, Овшан, маш, Москва, Хердерой. Овшан, Дистахер, да, зацену, что Хелч. Ой, Твоя да, це. да, это. Я уже Москва лило, дорогой. Ну, у нас Ой, гудуют даже, ой, неш мы бы уехали. А долго националист, что наций, что боже, камяш ты шаш, ой, гудуют. Навал вой омя хылца, ларта, цахыл инах некоторые вот вырыш чечена ковыряжи, тиктокчах, короче, он лицо показывает, вроде бы, кавычка, чего ж он и, короче, и хупо, чела, мушрики тиндуис, короче, повцу, короче, типа челы, типа мушриковский, хамаш есть, короче. И что твой омя нахыл, короче, но я сомневаюсь, что бонус, скорее всего, это сюриш хрюшенный, короче. Другой тиктокчак. смысл слова мультик, у них хайтишь. Ну, сунам Мушрик это не буду, тикток не хайтишь. включайте ты, походу, сунам сами успоешь, короче. Да. Этот другой говорит, элда, пошла, бог мадоне. Чечена говорящий, вот тиктокчак. И бог, типа, что ногчи дуй, иш бог, короче, что ногчи дуй, что националист душу, короче, массу, короче. А хотя и ногчи, ой, кен, короче, придя особо. Но, скорее всего, это ногчи хряцы, чечена говорящий, с Юлей хряцы, скорее всего, я думаю. Но просто... Вот он был ишна, к сожалению. И вообще это был он, и сунанца, и худой. Вай комах вола, но я сомневаюсь, обычно может хацан.
Войче, но ночью хома. Не, пошлам, дело да, цапум Аллах. Ты мог бы когда-нибудь сказать, что нохчела это мушриковский закон, Масала? Такое сказать может только безграмотный баран. Следователь, просто вот эти, вот мы точно сами внутри подел, да, я внутри души, меня это не вырвалось по это сказать, короче. Это еще. У меня даже мыслях такого не приезжало. Шейях цахалар, дюнал цахалар, больше цахалар, дух клюма дать и дух осига. Больше ничего нету. Я дюнал дать, я больше ять цундерду. Сон тухет хайван ваша. Скорее всего, это инакен чушь, короче, хотят. Скорее всего, чеченный ковырящийся, нахрюешь, короче, хлеется. Это специально цахается, художно. Сон цатиш и ногчебой, короче, тише. Пришло. В любом случае, я бы не разбрасывался такими словами, как мушрик, кидык. Вообще даже в отношении кого-либо, милый, валадас. Это опасный дышь ждешь, на самом деле. Вырвались, ждешь, брат. Ваша, ас плохо, я говорю то, что вот бывает, там, чинные говорящие говорят про ногчего и так далее. Ну, просто я удивляюсь этого мира на самом деле. Да, как верит я был нахрам, гуттер карбор, не только, ну, из шейбях борцель, бадик дейцель, шейка шолдуз. Мегарду жри, вен уйр вамазмал койхшу уже, что مثلا ديريز خيل شو ده دكتور أخدوال وقانا ده وعوش قيت حوصر دو وده بيتي شتيما يو ده قبلو ده مسيرة بيش ده وجا عيري بيو عيري ده على أول ديل ريسخو ومرشد ده الأوبل دوال ويزعاني عدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ديل ريسخو